Ассаламу алейкум. Добрый вечер, приветствую всех. С вами снова я, Арцуев Аслан, на канале Реалити. Сегодня 27 марта 2022 года. И сегодня у нас Zoom стрим, где любой желающий может принять участие. Вам достаточно в комментариях пройти по ссылке, закрепленную в комментариях, и принять участие. Оскорбление, мат запрещается, все остальное обсуждается. Сегодняшняя наша тема, основная наша тема, конечно, мы будем говорить о многом, приблизительно около 3 часов мы сегодня пообщаемся, будет тема контрнаступления украинских войск на фашистскую Россию и вообще в целом ситуация в Украине. Друзья, я вас всех приветствую. Чуть попозже к нам подсоединятся наши товарищи. Сейчас я пока поведу. Гражданин Ичкерии, Аллах рейс хуйлонуса, да тубойлой, да мула все будет Ичкерии. Машвойло, де рейс хуйл, амин, де рейс хуйлон. Так, друзья, заходите, ставьте лайки, распространяйте наше видео вашим знакомым в социальных сетях, чтобы максимально больше людей увидела наш стрим. Так, сейчас. Аккорд не исполняли. Не сидели. Так, друзья, я вас всех приветствую. Пишите комментарии, заходите. Herzlich willkommen, как говорят немцы. Я только что провел стрим в ТикТоке, и я его, наверное, завтра это видео загружу. Тоже пообщаемся. Итак, контрнаступление в Украине началось. Пока оно еще не приобрело тех масштабов, о которых я предполагаю, но уже сейчас очень сильно бьют фашистов по всем фронтам. И это очень хорошая новость, друзья, которую мы должны с радостью принимать. Только что разговаривал с человеком, говорит, огромные потери Россия несет. И сегодня, и вчера просто в пух и прах разбиваются фашистские войска. И, по всей видимости, победа не за горами. Сергей Михельсон, Житомир. Приветствую, Сергей. Just Mat. Приветствую вас, Just Mat. Всем рад. Друзья, Житомир, приветствую. Фашисты, русские фашисты совершают страшные преступления против Украины, против украинского народа. Целенаправленно. Вы не поверите, некоторые украинцы даже не поверите. Но они целенаправленно убивают женщин, детей и стариков. Это может показаться как-то неразумным, глупо, как это так на глазах всего мира и так далее, и так далее. Так вот, на протяжении всего времени властвования вот этого ублюдка под названием Путин, именно таким способом они и воевали. В Чеченской республике Ичкерия, в Грузии, правда, они там не успели как следует развернуться, в Сирии и теперь в Украине. Казалось, что это славяне, там, украинцы, вроде братья, там говорят и так далее. Ничего подобного. Плевать им. На братьев славян плевать. На украинцев плевать. На своих русских им плевать. И убивают они целенаправленно, эти женщины и детей, для того, чтобы как можно больше убить. Просто убить. Чтобы сломить волю к сопротивлению украинцев. Чтобы украинцы испугались. Сказали, нам ничего не нужно. Я могу привести пример из чеченского опыта. Первое время, как чеченцы, весь мир наблюдал, как мы боролись за независимость, как весь народ поддерживал и так далее. Но вот эти 2 года межвоенные, 2 года, много было
провокации, диверсии, там, пропаганды и так далее. И чеченские средства массовой информации, они не справлялись. Некоторые откровенно работали на русских, некоторые под видом за нас работали на русских, а некоторые не справлялись просто, потому что была очень большая, сильная машина запущена пропаганды, лжи, обмана. И друг Масхадова, близкий человек Аслана Масхадова, президента Чеченской Республики Ичкерия, Ахмад Кадыров, перешел на сторону русских. И это было потрясение для всех чеченцев. Вот я без преувеличения. Некоторые чеченцы не верили. Я помню разговор людей, когда они обсуждали, что скорее всего это договоренность между Масхадовым и Кадыровым, чтобы как-то народ спасти, там что-то сделать там, и так далее, что он не мог так перейти. Ни в голове не укладывалось у чеченцев, что вот такой человек, муфти республики, перешел на сторону врага и теперь будет убивать нас. И в этом ключе, в этом направлении фашисты очень сильно развили свою деятельность. И я, когда прилетал домой, уже Кадыров Ахмад уже засветился, уже сказал, что он человек Путина и так далее. И я спрашивал своих сограждан, родственников, друзей, знакомых, как вы на это смотрите, что вот он перешел на 100, но мы уже потом поняли, что все-таки это не хитрый план Масхадова и Кадырова, а просто обычное предательство. И чеченцы говорили, нас хотя бы бомбить не будут. Представьте, борющиеся, желающие свободу люди были вынуждены признать полезность абсолютного предателя, чтоб только не бомбили. Потому что гибли женщины, дети, а били бесщадно просто. Бомбили просто беспощадно. Вот то же самое они хотят сделать с Украиной. Слава Богу, у них это не получится. Слава Богу. Но вы должны это тоже знать, как они ведут войну. Теперь вы видите, как они ведут. И это не ошибка. И удар по роддому в Мариуполе, это тоже не была ошибкой. Как удар по роддому в Грозном, в других населенных пунктах. Все больницы, все роддома, все школы, целенаправленно они в нашей стране уничтожали. Целенаправленно, только туда и били. И когда Лаврова спросили, почему вы ударили по Мариуполю и так далее, он как профессиональный лжец мог сказать, мы ошиблись, это не мы, в конце концов, их там нет, они же в наглую говорили, их там нет. Нет, он сказал, что там находились азовцы или там какие-то другие там нацисты, террористы и так далее. То есть он подтвердил, что они целенаправленно ударили по роддому. Это такой акт устрашения. Все в Мариуполе знали, что в этой больнице, в этом роддоме не было никаких украинских защитников, никаких там террористов, нацистов. Террористов, нацистов в Украине вообще нет. Может там есть какой-нибудь сумасшедший, один-два. Но они точно не воюют. Или даже, может, воюют. Но этого же нет. И несмотря на это, они бьют. Но в Мариуполе все знают, что там не было. И они слышат Лаврова. И Лавров говорит, там были. Они знают, что не было. Значит, человек понимает, бьют целенаправленно. И тогда у человека в голове происходит ужас просто. Он не может понять, вчера мирный человек, который за любое убийство, любое даже нанесение телесных повреждений сажает людей в тюрьму, закон действует, да, убивать людей нельзя, разрушать дома нельзя, бомбить роддома нельзя, это ужасно. И это происходит на его глазах. У него происходит когнитивный диссонанс, он не понимает, что происходит. По телевизору говорят, русские одно, он им верил. В жизни происходит совсем другое. За эти военные преступления фашистской России придется отвечать. Все началось с Чеченской Республики. И персоналии те же,
методы те же, оружие тоже, применяющие все запрещенные виды. И поэтапно, начиная от Чеченской республики Ичкерия и со взрывов домов, заканчивая последним преступлением, которое эти твари, убийцы и мерзавцы смогут совершить на территории Украины, за это каждое преступление нужно будет отвечать. России не существует, чтобы вы понимали. Мы долго говорили, что это террористы, что нужно объединяться всему миру, что на мир не нападут. Наконец-то мир услышал, и процесс пошел, о котором мы так долго говорили. И слава Богу, он теперь неотвратим. Российской Федерации уже не существует. Я вам заранее сообщаю эту новость. Ее уже нет, друзья. Российская Федерация перестала существовать. Она будет разделена на несколько частей, взята под контроль. И дерусификация фашистской России должна будет произойти. Русских нужно воспитывать. Они не состоявшиеся государства. Их нужно перевоспитывать. Ту имперскую заразу, которая в них сидит, ее нужно уничтожить, убрать. Она приносит зло людям на земле. Все будет отлично, друзья. Да, Алмула. Так, к нам заходит Ибраим Никархо. Ассалам алейкум, Машвоэль. Айзу Калатия. Сейчас я почитаю пока комментарии. Так. Ассалам алейкум всем. Адам Грузинский. Ва алейкум ассалам. Смерть России, нет войны. Распятый мальчик трусиков. Да, абсолютно верно. Виктор Ищенко, Вроцлав. Слава Украине, слава Ичкерии. Героям слава. Виктор, приветствую вас. Навара Пиала. Салам. Опять оповещение не пришло. Случайно узнала про эфир. Маш Вовель. Саваш. Да, у нас атака не прекращается. ТикТок пока еще мы не забанили. И так далее. Да, Ибраим, Хазук Халлеттине. Маш Вовель. Так, звук есть у меня, да, Маша? Да. Маша, салам, Маша. Ну, приветствую всех. Салам, Маша. Мы сейчас были на акции здесь, на Вене, на площади Героев. Там огромный... Да, и она, звук. Звук, да, и она. Аслан, слышно меня? Да, сейчас слышно. Угу. Приветствую всех, салам, Маша. Да, салам, Маша. Из Хазар Дахар было слышно, потом пропало. Ага, что-то со звуком, да? Ну, я имею в виду, мы были сейчас на акции огромной, здесь на площади Героев. Вот. Там еще люди продолжают сейчас находиться до 11 часов. Очень огромная акция, много там людей, таких уже местных, как бы австрийцев, которые начали понимать ситуацию тоже хорошо. Что зашевелился Россия... мир. Да. Уже понимают, что такое российский фашизм. Да. Что он на Украине не остановится, и что с ним надо уже кончать. Да, Алмула. А Хусейн присоединится к нам? Сейчас присоединиться, я тоже сам буду на связи, сейчас буквально пару минут. Давай, я тогда в комментарии пообщаюсь с нашими друзьями. Так, Тайга, ассалам алейкум, Масерга. Ва алейкум ассалам, Тайга. Машвове. У него нету братьев. У кого нету братьев? Асланбек Тутаев, слава Ичкерии, Украине. Всего благ, Украина победит. Да, Алмула, Асланбек, Машвове. Кепка зачет, да, дуже дякую. Была информационная война. Да, точно, Наваро.
Срашка уже изгой общества со своим бункерным карликом. Слава Украине, Ичкерия будет свободна. Русский изгой. Да, абсолютно верно. Всем свободолюбивым людям доброго вечера. Привітання з Білорусі, слава Україні, слава Ічкері. Живе Білорусь. Дуже дякую. Так. Лживая, так. Ичкерии надо признание Чирии и признавать. Она признана 28 лет назад миром. Ее нужно просто освободить от оккупации. Да. Так, ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам. Московия, ее историческое имя, да. 6 августа, ва алейкум ассалам. Адам Грузинский, русский изгой, Чечня не Россия, Маш Довольше, Адыша. Агна. Жалко, что в Грузии сейчас пророссийская политика. Сейчас бы, как азербайджанцы сделали, помогли бы запустить принцип домино. Привет, русский изгой. Так. Ассаламу алейкум, братья. Ва алейкум салам. Так, все. Я вроде все. Ассаламу Чечня, США. Ва алейкум ассалам. Всех приветствую. Русские необучаемы. Они воспринимают только физическую силу. Да, к большому сожалению, русские уважают только силу. К большому сожалению. Но ничего. Научим. Про Азербайджан есть что сказать. Нет, я про Азербайджан не могу ничего сказать, потому что я не знаю, какие там события сейчас разворачиваются. Я вот выкладывал видео у себя, что вот наши азербайджанские братья уничтожили российскую технику и на ее фоне делали видео. Оно есть у меня на канале. Больше непосредственно событий про Карабах я пока ничего не знаю. Так, привет из Миколаева. Слава Ичкерии. Героям слава, Миколаев. Приветствую вас. Витаю. Добро пожаловать из Польши, Чечня не Россия. Приветствую тебя, Чечня не Россия. Це добрый, це гарно, це праздник какой-то. Мочите еще сильнее фашистов. Азербайджан отвоевывает свои территории. Там уже боевые действия идут на Карабахе или что там? Посмотрим. Так, давайте тогда пока все собираются, я вам чуть-чуть из Фейсбука некоторые видео покажу. Освобождение из села Орков на Сумщине. Оборона Сума. Сейчас. Так, я это перемещу сюда. Сделаю вот так. Сегодня жирный улов. Раз, два, три, четыре, пять. Эти два наши. Шесть. Ну так, поверхностно. Первый 300. Так, друзья, покажу вам еще видосиков. Я бы хотел прочитать текст, который написал Хусейн Исханов по поводу тех событий, которые происходят. Сейчас я себя тоже тут засвечу, чтобы было видно. Так, это сейчас не получится. Ладно, оставим. Так, послушайте тогда меня. На Украину напала 200-тысячная русская армия, русская Росгвардия, русская полиция, русский ОМОН, русская ФСБ, русская ГРУ, русский военно-морской флот, русская авиация, русские танковые бригады,
русская артиллерия и русские ракетные войска, в которых служат русские, дагестанцы, буряты, осетины, ингуши, чеченцы, татары, чуваши и многие другие представители других народов, насильственно удерживаемых империей народов. Но при этом выделяют из этой массы 200 тысяч русских штыков, 500 подрусских чеченской национальности. Кадырова русские, а теперь еще мировые СМИ, долгие годы умышленно раскручивали и подхватывали каждое слово. При этом власть Кремля стимулировала убийство и пытки находящихся под оккупацией чеченского народа, посмевшего оказать сопротивление русским оккупантам и тем более в августе 1996 года победить непобедимую Красную Армию. Из Кадырова искусственно создали злодея мирового масштаба, чтобы его именем отвлекать мировое сообщество от истинных виновников, сидящих в Кремле и развязавших Третью мировую войну. Эксперимент по созданию с помощью телевизора и СМИ из полного ничтожества мировую звезду увенчался успехом. Русским СМИ понадобились годы пропаганды по демонизации чеченского народа, к которому ни Кадыров, ни его окружение не имеют ровным счетом никакого отношения. Кадыров – русский академик, русский губернатор Гауляйтер, глава находящейся под оккупацией Чеченской Республики, ставленник Путина. Также Кадыров является дважды генералом, генералом МВД России и генералом Росгвардии той же России. Герой России Кадыров, как пугало, им пугали чеченских активистов за рубежом, родственники которых по русской традиции Кавказской войны 19 века находятся в заложниках. Теперь каким-то мифическими кадыровцами пугают украинцев и пытаются возложить вину за военные преступления русской власти, русского военного руководства, а также 200-тысячной русской армии на чеченский народ, чудом выживший двух русско-чеченских войнах, длившихся более 15 лет. Так, далее. Я бы хотел вам дать послушать вот это видео. Рад вас приветствовать в нашем эфире. Доброго ранку. Это Доброго ранку. Это хочется говорить, Залимас. что... Это Даниус Залимас, это бывший, сейчас я... Даниус Залимас, это бывший председатель Конституционного суда Литвы. Это очень информированный, очень образованный ученый права, без сомнения, профессор, очень грамотный человек и настоящий друг чеченцев. И сейчас я бы хотел вам показать это видео на 12 минут общения, о чем говорит вот этот человек. Это очень важно, чеченцы, особенно для нас это. И хотел бы отметить очень важный момент, который всегда я в таких случаях отмечаю. Ведущий обходит все вопросы, говорит о всех конфликтах, которые были даже не при Путине, но не говорит о Чеченской Республике. Наверное, у него, его девушку когда-то отбили чеченцы, увели, наверное, какой-нибудь чеченец, увел у него девушку. И, видимо, из-за этого он так на нас зол. И таких людей в украинском обществе еще очень много, которые на протяжении этих 20 лет, 27 лет потребляли вот это, извиняюсь, вот это нехорошую пропаганду, скажем так, и чтобы теперь не отходить от этого, да, продолжают в этом же русле нас ненавидеть. Не будьте русскими фашистами, украинцы. Все, кто будет обходить наш вопрос, все, кто будет относиться к нам плохо, украинцев трогать мы не можем, но к вам лично мы будем относиться как к русским фашистам. Потому что вы ими и являетесь. Потому что вы потребители этой пропаганды, которую продолжаете эту линию. Ну, давайте вернемся к нашим баранам. Нашей теме, как говорится. Так, друзья. Вот это видео. Давайте послушаем.
Он был добрым. Давайте так, пока что мало получается, но вооруженные силы Украины стараются, скажу так. Я добавлю, что Даниус Жалимас возглавлял Конституционный суд Литвы с 2014 по 2021 года, и Даниус один из консультантов по праву в Конституции Украины. Для вас Украина, скажем так, не чужая страна. Если говорить о вот создании международного трибунала за агрессию России в Украине, очень, скажем так, перспективная инициатива, но самое главное ведь, а возможно ли вытянуть Путина, скажу грубо, из его бункера на Урале, дабы привести, условно, в Гаагу, в новый трибунал для того, чтобы его осудить, и дать человеку пожизненное? Но, знаете, я думаю, что его вытащит само поражение в войне. Конечно, мы не знаем, доживет ли он до этого трибунала. Может, все случится, знаете, как было с Адольфом Гитлером. Но на самом деле кто-то все равно доживет. И я думаю, вот такая оценка, она все-таки будет дана вот именно после войны. Есть это понимание среди ведущих общественных европейских деятелей, среди юристов, что вот так оставить просто без оценки, особенно той всей идеологии, на которой основывается эта агрессия, это же не является чем-то спонтанным, так вдруг возникшим. Действительно, мы тогда не можем говорить о каком-то долгосрочном мире, вообще о миропорядке, потому что то, что делается сейчас, это как раз попытка возвратить, наверное, мир где-то во времена 19 века, на самом деле, но никак не в 21 век. Но самое главное, это все направлено не только против Украины, но и против вообще основ настоящей цивилизации. То есть, естественно, что Путину это враг любая демократия, любые права человека и любое верховенство права, то, что действительно не подходит к концепции его власти и миропорядка. Если говорить, вот я вспомнил, подводясь к нашему с вами разговору о других войнах Российской Федерации, которые она начинала, будет ли, как вы считаете, уместно, скажем так, добавить в этот трибунал, условно называем его Нюрнбергский, хотя я думаю, надо лучше его назвать бы Петербургский трибунал. Харьковский, либо Харьковский, да, возможно так, либо Мариупольский, тоже хорошая тема. Будет ли осуждены действия путинской власти и Путина в Грузии, 2008 год. Тут, в принципе, можно все в одну копилку бросать, я думаю. Абхазия, Южная Осетия, Приднестровье, Донбасс и Крым, это естественно. Знаете, я думаю, что будет. Конечно, это все зависит от будущей договоренности между правительствами. Как вы правильно говорили, вот литовское правительство сейчас инициирует такие первоначальные разговоры по этому поводу. Естественно, придется вот в этом будущем договоре о создании международного трибунала как раз эту юрисдикцию вот и как бы сказать обозначить. Но я думаю, без всего этого, что вы говорили, не будет видна полная картина и не будет должной оценки. Потому что это вот то, что сейчас в Украине, это можно назвать, может быть, пиком. Но на самом деле все началось гораздо раньше, все началось лет 20 назад, то есть самого прихода Путина к власти, как вот в Германии самого прихода Гитлера к власти. И я лишь могу вспомнить сейчас, и нужно действительно совсем другими глазами посмотреть на то, что мы, может быть, не обращали внимания. Например, Вторая война против Чечни. На самом деле, как она начиналась, как все это продвигалось, так это было только начало. Потом было, конечно, восстановление гимна Советского Союза, как бы можно было над этим в тот момент, может быть, шутить, но это и было начало. А во-вторых, было принятие закона такого, которого вы нигде не найдете на самом деле, о порядке приема в Российскую Федерацию. Понятно, он был использован в случае аннексии Крыма, но на самом деле он как вот совершенно открыт для аннексии любых других территорий. Так это уже было такие вот шаги подготовительные. Ну и, конечно, уже вот развитие всей человеконенавистной идеологии, по которой
Ну, украинцы и белорусы вообще не имеют права самостоятельно существовать, то есть это же такие же русские, на которых Россия может лапу наложить, и я, конечно, имею в виду, что и все другие, которые в свое время отошли, освободились от Российской империи, от Советского Союза, тоже не имеют права существовать. Я тут не имею иллюзий. Я давно уже читал, что литовская независимость как в 18 году прошлого столетия, так и в 90-х годах она была незаконной. Ну, естественно, все другие тоже незаконные. Ну и в том числе я имею в виду атака массовая на права человека под прикрытием так называемых защиты традиционных христианских ценностей. Якобы Россия является последним таким оплотом христианства. Вот все это вместо складывать надо, все вот те подии, которые действительно были, тоже надо, начиная с Чечни, я считаю. И ну, я надеюсь, что так и будет, поскольку иначе мы не увидим всей этой картины этого преступного режима. Танис, еще очень важная тема – это ответственность обычных граждан Российской Федерации. Ну, я скажу для тех, кто, возможно, этого не знает, из жителей Беларуси и РФ, что каждый, абсолютно каждый человек имеет обязательства перед международным сообществом, об этом, я думаю, важно сказать, которое выше обязанности подчиняться местным законам. Следовательно, граждане обязаны нарушать внутренние законы страны для того, чтобы предотвратить преступления против мира и преступления против человечности. Я думаю, об этом стоит упомянуть. И я хочу вспомнить о денацификации, настоящей денацификации, которая проходила по освобождению там, экономики, политики, культуры, СМИ, юриспруденции бывшего Третьего рейха, Германии и Австрии. От влияния последствий национал-социализма после Второй мировой войны. Гражданские лица тоже проходили через денацификацию. Я имею в виду, что ждет обычного россиянина, давайте представим себе хабаровского жителя, когда начнется вот эти процессы центробежные, осуждение путинской власти, осуждение его друзей, всех тех людей, которые помогали ему реализовывать агрессию против стран Грузии, Молдовы, Украины и других стран. Что ждет вот обычных граждан Российской Федерации, которые кричали там: «Путин, приди, Путин, веди войска, и мы за денацификацию»? Знаете, я думаю, что ждет такой же шок, как какое-то время граждан Германии после поражения Германии во Второй мировой войне. На самом деле, ну, будет, наверное, сложно все это зазнать, но я надеюсь, что вот эта травма определенная, ну, нельзя, наверное, это травмой назвать, но чувство вины коллективной, я надеюсь, что она будет и что она останется. Вот как мы сейчас видим иногда, вот некоторое поведение Германии объясняется все еще существующим вот таким чувством коллективной вины за то, что случилось во времена Второй мировой войны. А может, не всегда оно рациональное, это поведение, но в какой-то степени вот, объяснимо вот именно этим. Так что я надеюсь, что больше вот таких настроений воинствующих действительно не будет. Естественно, ждет большое протрезвение, ждет большие финансовые, я думаю, все-таки как бы убытки, потому что, ну, нужно честно сказать, Россия должна за все еще и заплатить с кошелька каждого вот из них, которые поддерживали вот эту операцию. Я, кстати, если так серьезно, не люблю такие выражения, что следует отделять российский народ от российского руководства. На самом деле, то, что мы видим даже при опросах, даже при той вялой довольно пока реакции на то, что происходит в Украине, ну, видно, что тут отделять, ну, можно так из политкорректности, но на самом деле нету никакого смысла. Те, которые действительно видят Россию по-другому, они, видимо, уже давно не в России самой. Естественно, вот в этом смысле при проходе процесса депутинизации, вот я думаю, что будет чем заменить вот всю настоящую российскую элиту, потому что, ну, есть определенные люди, есть всякие гражданские школы, демократическая позиция России, которые уже давно на самом деле в основном не в России. Я думаю, что вот будет шанс, конечно, вот для этих людей
проявиться и, как говорится, строить уже совсем другое государство. Правда, не ясно ни в каких границах, ни в каких размерах, потому что я думаю, что в какой-то степени развал Российской империи он продолжится после всего этого. Еще одна тема, да, буквально коротко хотел бы, чтобы вы прокомментировали ее, у нас 1,5 минутки. Руководитель президента Украины Андрей Ермак призвал мировое сообщество признать Россию государством-террористом. Если все-таки процесс такой пойдет, и Россия будет признана государством-террористом, что это значит на практике, по вашему мнению? Знаете, если честно, я не вижу большого смысла, потому что, на самом деле, весь мир уже признал ее государством-агрессором. К тому, что это совершают еще разного рода преступления, которые на самом деле напоминают террористическую деятельность, то тут тоже, наверное, ничего качественно не добавишь, потому что, все уже называют даже открыто Путина военным преступником. А на самом деле, знаете, я понимаю, что для политической риторики и вообще для кампании против России это, наверное, выгодно, но в юридическом смысле все-таки терроризм он обычно связывается не с государствами, не с государственными режимами. Просто это еще, наверное, более такое одно, как бы свойство агрессивности, но на самом деле это качественно навряд ли что-то изменится. Есть такой термин государствующие, государства, способствующие или спонсоры терроризма. Вот здесь, да, конечно, и надо, и нужно, но это приводит к таким же результатам, которые мы опять-таки имеем, к изоляции и к санкциям. Так что тут, одним определением больше или меньше, наверное, качественно это ничего не изменит. Данис, я говорю вам огромное спасибо. Спасибо как за ваши слова, так и за вашу поддержку, все, что вы делаете для Украины. Литовцев часто называют истинными братьями. Знаете, Украина подтверждается это годами и словами, и практикой, наверное, что самое главное. Я напомню, что Данис Жалимас был с нами. Так, это был Данис Жалимас. Так, комментарий этот нужно отметить. Так, друзья, сейчас одну минутку. Как же это все делается? Ибраим. Так, мы в эфире, Ибраим. Я показывал видео. Классный у тебя. Аслан. Да, вот я приобрел Супер. поддержку. Это сегодня знак, вообще, я считаю, не то, что я считаю, я знаю, что это все понимают, все вменяемые люди, что война, которая происходит в Украине, да, это даже не такая война, какая-то российско-украинская или русско-украинская. Это сегодня война добра и зла. И Украина сегодня стоит на стороне добра. Все меняемые люди, все люди, которые стоят на стороне добра, вне зависимости от национальной принадлежности, там, я не знаю, какой-то религиозной конфессии и так далее. Все вменяемые люди, стоящие, поддерживающие сторону добра, сегодня поддерживают Украину. И вот украинская символика, это сегодня, она как бы, показывает символ добра, олицетворяет, да? И вообще по чеченской теме я хотел сказать, Да, слушаю тебя. Сегодня, вчера мы с украинцами разговариваем, с другими разговариваем, с людьми разных национальностей, представителями разных стран и так далее. Люди плохо понимают все равно ситуацию, с
чеченцами, да. Вот сегодня газета Кронен АТ пишет в Австрии, например, что мэрию Мариуполя захватили чеченцы. Австрия, которая не признает чеченцев как независимую республику, как государство, да, которое мы провозгласили с конца прошлого века уже. То есть не дает нам, не оставляет никакой возможности как бы быть независимым государством. Тут же газеты, даже не то, что там независимое государство, вот, паспорт, когда человек получает, меняет, ему хочешь, не хочешь, дописывают туда, что он россиянин. То есть получается так, что весь мир вот против нашей воли чеченцев, которые там сопротивлялись вот этому фашизму, который сегодня уже понимает остальной весь мир, что из себя этот фашизм представляет, как он бомбит роддома, которые он уже обкатал, да, вот эту вот тактику на нас еще с конца там прошлого века. И вот это все, что как бы с нами происходит, так, мысль потерял я сейчас, да, Аслан? Должен бывает, подправить. у меня тоже такое бывает, Ибраим. Ну вот, вспомнил, да. Я просто хочу объяснить, что вот этот весь мир, он затолкал нас под эту Россию, Yeah. против нашей воли, говоря, что мы внутреннее дело Российской Федерации, не признавая нас как народ, который борется, хочет выйти вот из-под этого ига. И в итоге это удалось, да, там, всем миром, можно сказать. Ну, я сейчас не хочу всех как бы обвинять в этом, тем не менее, так или иначе, ну, по сей день даже непризнание нас как государства и вообще не давая нам никакого шанса, весь мир, он способствует все равно тому, чтобы нас вот под эту Русскую Федерацию туда затолкнуть там, руками и ногами нас заталкивают назад. Мы оттуда вылезаем, пытаемся вылезти. И сегодня, когда вот в такой ситуации нас как бы уже, можно сказать, мы понесли поражение в военном плане, там тысячи, сотни тысяч уже людей находятся где-то беженцами по всему миру. Те, кто находится дома в этой системе, уже там выросло поколение манкуртов. Те люди, которые все еще на своих каких-то позициях, да, там, их зажали полностью, у них нету. То есть люди находятся под дулом автомата, вот такие. Ну, не считая там манкуртов, которые уже там душой и телом как бы принадлежат вот этому русскому миру. И вот как бы при всем, при вот этом, и сегодня, когда Российская Федерация, русские, когда шлют куда-то в Украину своих пехотинцев, которые вот этот весь мир, как он и сказал, что мы принадлежим России, внутреннее дело Российской Федерации. Вот это внутреннее дело Российской Федерации шлет свою армию в Украину, всех национальностей причем, да? И не понимают, вот и сегодня не могут люди отличить, ну тогда извините, раз нас затолкнули туда, всех людей там, Северную Корею из Чечни устроили, дебилизировали людей, да, которые там готовы за Путина жизнь отдавать, там некоторые, да, опять-таки не все. Вот поэтому сегодня, извините, будем получать тогда все то, как бы, те плоды, вот, которые мы сами как того бы бездействия, да. Преступного бездействия. Ну, опять-таки же, это все как бы происходит во многом из-за отсутствия информационной как бы составляющей, да, если информационно тоже люди не понимают правильно. Вот сегодня даже со австрийцами мы разговариваем, тоже вот насчет по этой теме, да, что там про чеченцев. Вот я сам
сколько это уже, лет 5-7 назад, наверное, ходил, когда менял паспорт, продлевал. У меня в пункте, в статье там одной, нужно написать принадлежность государства, ну, национальная принадлежность, то есть чем гражданином я являюсь. И, соответственно, я написал там чеченец, Чеченская республика, но мне в этом отказывает вот этот вот клерк, который, женщина там сидит, она говорит, ты должен, это такое государство, как бы такого нету, ты должен Россию туда расписать. И я с ней начал потихоньку объяснять, попытался. Я понимаю, что от нее там ничего не зависит, но тем не менее я попытался объяснить ей, что вот вы читаете газеты, я говорю, пишут, пытаются чеченскую национальность подчеркнуть, да, если происходит что-то негативное там в среде молодежи и так далее. И вот, ну, она как бы, да, начала понимать, но тем не менее, я вот что хочу сказать, нас все считают россиянами, нас пытаются вот под этот под русский сапог туда запихнуть, но потом все, как бы, извините тогда, вот, если всеми силами, все вместе это сделали, ну, вот и получилось это из чеченцев, да, потом отдельно выделять нас, опять-таки же писать чеченцы, это неправильно. Говорить о чеченцах каких-то, которые в рядах русских, российских войск. Как-то так. Ну, это то, о чем ты сейчас про Хусейнин, вот этот вот текст зачитал, это тоже из той же оперы. Да, Баркал Ибраим. Также я вот чуть добавлю, из-за этого же, из-за вот этой же, из-за попустительства вот этого мирового сообщества, из-за нехотения как бы вникать в нашу проблему, из-за вот этого всего на фоне вот этого народоубийства, которое в чеченской среде произошло, на фоне этого народоубийства люди там верующие в Бога там, и так далее, вот подвергая их, те же самые русские спецслужбы, подвергая их пропаганде, и огромное там количество чеченцев, видя, что весь мир как бы лицемерит, молчит из-за того, что с ними там происходит и так далее. Вот много есть тех, кто в идилщину подались, да, вот это радикальное, опять-таки же обрабатывая их параллельно с помощью вот этих вот вербовщиков, да, которые и сейчас орудуют, как мы знаем. Вот как-то так. Это чисто по-чеченски. Баркал Ибраим, совершенно верно. Мы вот позавчера были в Берлине, тоже общались с людьми, и тоже такой вопрос стал про интеграцию чеченцев, про вообще в целом, как себя чеченцы чувствуют. И я им говорю, ну, посмотрите, говорит, мы приезжаем сюда, бежим от российской оккупации, приезжаем сюда, и здесь вы нас признаете россиянами. Вы нам говорите, что вы россияне, даете нам документы, где Рус указано и так далее. Тем самым чеченец, простой чеченец, вас ассоциирует с той же властью. И причем при этом это не просто мы бежим, просто к нам пришли вооруженные люди, и мы убежали. Мы оказывали ожесточенное сопротивление, мы пережили геноцид, нас пропустили через жернова ада, и при всем при этом вы нам до конца даже не верите, что над нами это совершено, что не может нормальный разум это понять, потому что если ты сам этого не увидишь, это невозможно понять. И поэтому чеченцы закрываются, поэтому радикализируются, весь мир против нас. А сейчас уже пошла такая тенденция, у нас в Германии, по крайней мере, что активно начали заниматься чеченцами. Активно они, видимо, поняли, что с Россией конец, и вот эти люди, а там как раньше они делали, нас они как бы представляли россиянами, и все вопросы они решали с русскими. Например, есть такой Аслан Арцуев, например, условно говоря. Они приходят
в это же посольство запрос какой-нибудь делать, что у вас есть по этому человеку, кто он такой, там где-то встречаются, может, обсуждают не конкретно там меня, ну, если я что-то сделал, там, я какая-нибудь им интересная в чем-то фигура, тогда они где-то проводят свои вот эти встречи какие-то. И фактически они даже когда тебе ну, что-то там с документами нужно, они говорят, получи паспорт, сходи в посольство, получи справку. Может, ты сейчас не будешь просить политическое, а получишь там экономическое какое-нибудь, да, там гуманитарное убежище. И этим самым все, отрезают они напрочь доверие к себе. Это факт. Простые чеченцы, которые не специалисты в большой политике, они мне много раз сами говорили, Ибрahim, ты это слышал, цаш будешь. Они все одинаковые, они становятся, как только они признают вас россиянами, я говорю. Вы нас извините, конечно, все для нас вы делаете, вы молодцы, все такое. Но как только вы говорите, что Чечня это часть России, все, вы для нас становитесь такими же россиянами. Ну, в целом для чеченцев. Да, мы понимаем, но мы ничего не можем, это политика, туда-сюда. Я говорю, я понимаю, что мы здесь сейчас признать Чеченскую Республику не сможем. Но, по крайней мере, понять, почему от вас отгораживаются и не хотят люди интегрироваться, это вы тоже должны. И когда ему ничего не остается, и этот весь мир против него, чеченец радикализируется, спрячется за религией. Когда ты им говоришь, давайте пойдем на митинг, давай это сделаем. Я не буду выходить, пока Махди не придет, они говорят. Но это трусливая позиция, но она обосновывается вот этим религиозным обоснованием, он ее обосновывает. Ну и она, сказать, Махди придет, а вдруг он не придет на нашей жизни. Может он через 100 лет придет или через 500. Хамацай, когда он придет. Придет ли он вообще в нашей жизни. Поэтому сидеть и ждать с моря погоды, мы не китайцы, чтобы ждать, пока проплывет труп. Но, по всей видимости, скоро он проплывет. И поэтому, друзья, нам нужно готовиться и очень сильно готовиться нужно. На самом деле, я даже теперь, я начал волноваться. Вот за все это годы, пока я даже нисколько не переживал, не волновался. Есть враг, его нужно мочить, разоблачать. А теперь я представляю, как мы будем строить это государство. Мы должны с нуля построить государство. Мы даже, вот у нас есть все основания, фундамент, все такое, но юридический фундамент, он у нас есть, был, но нам нужно теперь все заново возводить. Это невероятно большой труд. Тот, кто сможет это сделать, войдет в учебники истории чеченского народа, но нам это предстоит, и я теперь начинаю волноваться. Как это все сложно будет, как объяснять чеченцам, как их нужно убеждать, кому-то нужно применять, государство должно будет применять силу, но не знаю, как это будет. Но я представляю, как это будет. Я даже знаю, как это делать. Но я буду строить государство в первый раз в своей жизни. Посмотрим, да, Ола. Аслан, вот дополняя вот это то, что религиозных деятелей, да, вот эти, я опять чуть-чуть отделю, да, там люди, которые верующие, и именно идеологи, вот эти вербовщики. Да, вербовщики. Одни из которых вот эти братья Абдурахмановы, которые орудуют там на просторах Телеграма и так далее. Вот что интересно, вот ты, наверное, тоже видел, гуляют вот эти фотки их всякие извращенные, я не знаю, во время... Как пир во время чумы. Я понимаю, там у каждого своя кухня какая-то, но тут во время войны, тем более, вот эти люди, которые говорят о религии, все вот это вот и в извращенном виде, именно в их среде это происходит, вот что интересно. Вот эти вот люди, они способствуют, знаешь, чему?
Вот сегодня в Чеченской республике, в оккупированной, когда набирают вот этих солдат, российских солдат, да, в российскую армию, кадыровцы, они мадыровцы, майдадыровцы, кто угодно, да, когда вот их собирают, у этих людей нет мотивации туда идти, кроме как материальной, да. Но когда в сети собирают там тысячами людей и начинают крутить, мутить, вот сейчас мы, там Россия развалится, мы, короче, туда как-то вернемся, всех неугодных там людей других течений, да, там суфизм, муфизм и так далее, да, будем их, как в прошлый раз, после Первой войны, там жалеть никого не будем, будем всех мочить и так далее. Десуфицизировать. Да, десуфизация, так сказать. Вот эта вот система, она тоже начинает мотивировать, да, тогда, раз, когда начинают этим пугать там людей каких-то. Вот, тоже такой пропагандистской оперы вот это вот все способствует, да, тоже тому, что вот это вот солдатье их в Украину потом отправляют и так далее. Огромная работа, одним словом, проводится врагом в лице России, и надо отдать должное, у них очень такой потенциал вот этой подлости, который аж через края переливает. Да, абсолютно верно, абсолютно, Ибраим. Я не знаю, почему люди ведутся на эту ложь, да, ну, там ресурс, там это все создается искусственно, там накручиваются эти подписки, просмотры, распространяются там и искусственно, и механически они вот это все распространяют максимально, чтобы было привлечение. Потом раскрутка, вот сейчас эти навальнята начали опять эту чмо это раскручивать. И вот в этом направлении они работают. Но тот, кто не понял, да, тому надо будет потом объяснять, уже когда вернемся домой, а преступники, работающие на русских, кто бы он ни был, кем бы он ни был, они будут нести ответственность. Перед законом, перед чеченским народом. Будет расследование, будет привлечение. Там думать, как раньше, за тобой 200 человек, и ты банда, и я здесь главнее, а за мной 100, я там менее главный, и так далее. Этого не будет. Этого больше не будет. Будет закон, диктатура закона будет в соответствии с Конституцией Чеченской Республики Ичкерия, первой начальной ее редакции. И путь Джохара Дудаева, отца-основателя нашего государства. Только таким способом мы сможем поставить свое государство, только тогда нам начнут помогать западные страны, и только тогда с их помощью только мы можем установить это государство. Любой другой, кто это отрицает, он целенаправленно откладывает нашу независимость и льет воду на мельницу врага. Это элементарные вещи, которые хотят люди или не хотят, им придется это понять и принять. Если они являются гражданами Чеченской Республики Ичкерия, а не россиянцами. Какие-нибудь там другие государственные образования мы будем строить только тогда, если Его Величество, господин народ, соизволит прийти на референдум, ему мы предложим какой-нибудь, и мы захотим построим коммунизм. Да, отдельно взятой стране, захотим построим шариат, захотим построим там халифат или еще какой-нибудь хат. Но на сегодня у нас есть конституция и выбор народа. Чеченская Республика Ичкерия, демократическое правовое государство. Точка. Да, плюс в мире есть международное право, да. Конечно. Если мы с этим миром хотим жить, а без этого у нас и не получится, нам надо соблюдать абсолютно и международные все права. Это в интересах самого чеченского народа. Не допустить какой-то диктатуры, не допустить какого-то хаоса, не допустить
того, что уже было, да, там вот эти провокации всякие, да, в Дагестане, не в Дагестане, куда-то кто-то там запрыгнул, забежал, заскочил, потом теперь разбежались и по сей день где-то за кордоном сидят и продолжают вот это гайдить, да, а народ от этого страдает. И еще хотят там упрекнуть, да, там кадыровцы, мадыровцы. Кто поспособствовал-то этому? Не надо было способствовать этому. И не надо впредь, если мы по чуть-чуть вменяемый народ, впредь мы не должны допустить такого, чтобы весь народ страдал. Совершенно верно. Ребят, я прошу комментарии, то есть хотел обратиться. Эдам Грузинский, мы с тобой уже несколько раз распрощались. Я тебя прошу не писать здесь комментарии. Я знаю, кто ты. И, может, не все знают, кто ты. Ну, наверное, есть у тебя и товарищи здесь, в этом чате. Но я тебя прошу не участвовать и не заходить ко мне на канал. Док дигар дук вайши дайс кастан дук каюсун хамилу ха аулил дук ха сундел дук вай. Саца, мегардуй, забаник вилуа. Так, посмотрим, кто у нас. Мансур и Хали Гали. Запускаем. Так, Мансур, ассаламу алейкум, Хали Гали, приветствую вас. Звук подключили вы, друзья? Так, не подключили. Хали Гали вроде подключил. Слышите меня, друзья? Да, да. Да, приветствую вас, Хали Гали. Что вы Здравствуйте. хотели сказать? Салам алейкум. Ва алейкум ассалам. Я вот просто это сейчас разговор как бы слышал, но почему вы не предъявите обвинение этому Тумсо? Потому что вот, например, он обвиняет в терроризме чеченцев, например, когда говорит, что школу в Беслане захватили. Так, а кто там был из чеченцев и как получилось так, что всех их убили, чтобы не оставить свидетелей? Почему это так получилось? Это он просто, знаете, сваливает и как бы на ФСБ, что там начали стрелять, и в то же время на этих террористов. Понимаете, то, что они школу захватили. Но кто эти были террористы? Почему, например, Аслан Масхадов, если это были чеченцы, почему он как президент не мог туда позвонить и остановить? Или ему не давали позвонить? Вот скажите мне. Слышно было? Да, слышно было. То, что он говорит, он, конечно, скользкий тип, лживый тип. И сейчас, кто-то должен это сделать. Я пока этим не занимаюсь, но если займусь... Но дело в том, что он знаете, где живет? Он прячется там, его шведское правительство где-то прячет, а это получается, он там как разведчик, понимаете? Совершенно верно, именно так. Более того, там да, есть он вредит шведскому правительству, понимаете? Он вредит шведскому правительству. Он их надул, там, этого человека посадили, а там тюрьма комфортная. Конечно, он будет там сидеть, что ему там не сидеть? Понимаете, дурака валяет. В европейской тюрьме. Да, абсолютно верно, абсолютно. Так что его надо просто судить, я вообще не понимаю. Он там Анзора запутал вообще это самое. Я даже не понимаю. Анзору сколько раз говорил, говорю, тебя папа послом послал, а ты там с каким-то там этим якшаешься. Вообще не понимаю, как это. Ты должен с правительствами дружить, а ты с блогером там дружишь, который против твоей стороны говорит.
постоянно и указывают, что вот Чечня хреновая, там правитель. И все время рекламируют Чечню. Понимаете? Нету, например, ни одного там, сколько татар там служит в этой армии, нет уже там войска хана Батыя, правильно? Конечно. Ну, это просто реклама, конечно. Это он очень вам вредит. Вам нужно подавать на него в суд просто, и все. И просто пару таких, ну, как бы осадить, и они больше не полезут. Да, к сожалению, у нас проблема, очень сложная проблема. Есть некоторые люди, которые пытаются какую-то пользу извлечь, заигрывая с этой агентурой, вот с этими мерзавцами. Ну, посмотрим. Посмотрим. Настанет время, все ответят за содеянное. Да, Алла. Спасибо, Слава Украине. Героям слава. Слава Украине. Героям слава. Слава Ичкерии. Героям слава. Слава Господу. Мансур, тебе слово. Вистхулио. Ассаламу алейкум. Assalamu alaikum. Ва алейкум ассалам. Машуэль. Дели салам машуэль. Биждика olmaz eri. Хайюэль. Asan hudешва мудул. Газдухан ялер. Хатмел везек мокшай. Дикашбу. Далбу хаста. Дикашбу. O adjuti bicho artistos, glorios força artistos, Cristo e richa, era or, era delso. Sis tislo, se so choia maior, se até trainir, choa dik gladu del congal. Que baskel di suma das as dik dus, bodig dis. Goza, jo dus as dik kholes. Ой, расти матайо, Мансур стрим, если что. Ой, ночью бить уже, дить делашу. Все мог спорт, хвастор очень, мастер, молодец. Хали Гали ушел, да, оттуда? Нет, Хали Добрый Гали вечер все. Здесь. Ассаламу алейкум. Валикум салам. Хали Гали. Да. Есть такое высказывание: ничто не забыто, никто не забыт. Государство знает поступок каждого человека, следит за этим, наблюдает за этим. Ну, понимаете, у государства меч острый, но он применяется только в крайних случаях. У нас такая особенность. Поэтому он навредит другому государству. Это не просто. Он там сидит в разведчик. У нас мы отвечаем за безопасность своего государства. Мы не в ответе за чужое государство. Это раз. Во-вторых, вмешательство в интересы другого государства не входит ни в нашу государственную политику, ни в наших интересах, ни в то, что мы хотим сегодня. В наших интересах соблюдать договоренности, которые с нами заключены, и стараться быть с теми, которые соблюдают эти законы. Поэтому, исходя из этого, то, что его поступок такой одноразовый, двухразовый, или кто-то там что-то ляпнул, это государство на это реагирует, но наказание не так, как каждому по желанию. Конечно, каждый за свой поступок ответит, и он ответит, и другой ответит. Я отвечу, если я переступлю что-то. Но всему свое время, это ничто не забыто, везде фиксируется, сейчас время другое. И его высказывания фиксируются, и другие фиксируются, ничего не пропадает. Так что то, что там человек сегодня высказался, завтра он получил свое такого, даже и если меня спросить, так и не должно быть. Все правильно, пусть человек выложится, сколько он есть. Может быть, там за ним или за другим, или кто вообще провоцирует, может быть, есть более весомое, более ценное, более там нужное, а вдруг мы не узнаем, пускай. Я-то, конечно, одобряю, что ты сейчас только что высказал, потому что, например, обсуждать Россию, Путина, его правительство, его поступки, что корень оттуда исходит, он абсолютно это на 10-й план отодвинул и выдвигает якобы
интересов нашего народа. Это все видно, это не то, что Да. здесь или в другом месте. Это все видно, это все фиксируется. Но наказание за это, мы уже чуть помудрее стали, Али-Гали. Мы сейчас горячие головы, мы чуть-чуть остудили. Нам надо быть прагматичнее чуть-чуть, чем раньше. Ничто не пройдет так. Он тоже эту вещь понимает, но, как сказать, если он поймет и исправится, будет хорошо, не исправится, то, что человек заслуживает и к чему он стремится, он обязательно этого найдет. Дойдет до этого, будем надеяться. Ну, может, услышит, дойдет, может, да. Дай Бог. Дай Аллах. Да. Мегердум Мансур, что ты можешь сказать по Украине? Ситуация в Украине и то, что происходит там. Да, если, мое мнение, если спрашиваете по Украине, Украина это не сегодняшний день, не 24 февраля. Украина это, мы знаем, затевалась давно. Этому свидетельство нашего первого президента Джохара Дудаева, который все это логический ряд расположил, все это высказал, как это будет периодически, как Россия, как намеревается осуществлять свои русские планы. Все это было высказано, новое там сказать очень трудно. Но что я могу сказать? Украина это... На русском это, конечно, трудно будет объяснить, что сейчас русские у нас, у чеченцев есть две различия. Версии и раски. Это мое мнение, я прошу учитывать этого как мое мнение. Есть две понятия, раски и версии. Версия это россияне, раски это казаки, то есть запорожские, ну, можно сказать, Восточная Украина. Период истории, нашей истории, вот этот западный, это восточные, с Украины люди подались в подданство России, и эти же люди, как начали принимать подданство России, и эти же люди же пришли на Кавказ оккупировать Кавказ. Я что считаю насчет Украины? Я считаю, что Аллах все видит, и Он очень... равноправно расставляет свои точки на все. Это к чему я говорю, потому что и те, которые злодеяния на Кавказе, начиная с черкесов и кончая там Дагестаном, проходя через все это, что с нами творили эти казаки, нам это все понятно, мы это знаем. Исход казаков тоже история знает, понятно это. И те же потомки этих, как сказать, гибридов с этими казаками и чеченоговорящими нам тоже известен. Ну, как сказать, наше дело сейчас Аллах расставляет на места все, что было разбросано, кто считал его там таскать по-своему. Я считаю, что это с такой именно, ну, может быть, это слишком цинично, но я считаю, что это закономерное, что происходит сейчас. Так и должно было происходить. Потому что иначе другого быть похожим, соблюдать те законы, те правила и быть согласным с ними, и еще и в это же время быть другим невозможно. И это ни в Украине не получится, и ни у других не получится. Украина, мы знаем, что сегодня мы будем надеяться, что она выбрала другую стратегию, другую дорогу, другой путь развития, другую себе, но в недалеком прошлом, в нашем бытие, Украина ни к чему не способствовала, чтобы остановить Россию. Ничем. Ни своими, ни в государственном мере, ни в людских ресурсах, ни в чем. Да, это обязательно надо упомянуть, что было несколько добровольцев, украинцев, которые именно патриотов, скажем так, украинцев, которые посетили нашу республику и в рядах стали защищать нашу независимость вместе с нами. Это да, но это, можно сказать, даже это, ну как сказать, горстка воды в ливень, это ничего такого насчет... Если правильно посмотреть, как есть на эти глаза, я не хочу там кому-то льстить, кого-то там одобрять, но я за тех, которые защищают сейчас свою землю, я одобряю то, что эти люди дерутся, что эти люди защищают свою землю, за то, что эти люди сейчас по ходу этой войны осознают
свои ошибки прежние, потому что им, наверное, сейчас доходит, что в бывших пространствах, где влияла Россия, что чужой беды не было никого, ни у кого, и в которых еще она не доехала, тоже пусть поймут, что чужой беды не бывает, потому что русизм – это такая форма нацизма, фашизма, ну как сказать, это человеческая ненавистническая такая идеология, что с ней дружить никак, и с ней быть в договоре тоже никак. Поэтому я Украине желаю удачи, я Украине желаю победы, я Украине желаю, чтобы она ушла в свои исторические ошибки, и чтобы она стала наконец-то на путь развития, на путь справедливости и благополучия. Все, что у меня есть сказать по Украине. На данный момент. Масана. Aslan, assalamu alaikum, Машвой. وعليكم السلام سبوشور على لاتيناس اللي لتا تسود عندك ده ودي شوي وما ديك عشتو دال بخاستم ابراهيم مو يا موكشو قال مولا ديك واجا هدو حلير ديك دشا ديك ده مولا iz Ukraine от Шинц Мансуру я чуна, что жим резолюцию, они как бы меня удовлетворяют его высказывания, мнение, конечно. Мы настолько загружены информацией разных стран, что к вечеру мы бываем усталые, чтобы свои проблемы решить домашние. Украина, конечно, мы Украине желаем победу только. Я верю, что победа восторжествует, но для нас как бы нужно о другом совсем думать. Даже у нас времени нету, даже думать свои проблемы, решите. То есть я хочу сказать, нам необходимо бы Аслан Халма очень много, как будем продолжать систему. Почему мы все время в нашем деле как бы не проигрываем, а как бы в трудной ситуации оказываемся? Да потому что у вора просто одна проблема, как бы быстро схапать все. У законника как бы ему не дать. Он нас опережает, этот вор, внутренний вор. Вот эти всякие, имеется в виду, взяточники, вот эти всякие кровопийцы, бандиты всякие мастей. Они больше ничего не умеют делать, кроме схапнуть и убежать. Ну, и, конечно, нам очень предстоит над ними поработать. Да, муллаха, я хочу сказать, что бешига, свехайна чага, шумятага, багдачу наши ичкерихи, опыт набрать что и взяточество, в первую очередь, его шушин. Поз Европе, больше, да, его шушин, его взяточество. С ним раз навсегда будет покончено. Ни один мразь не посмеет, если дотронется, руки полетят только так у вас. Ну, еще хотелось бы, Ибрахим, ты в своем выступлении сказал одну деталь, подчеркнул, что связано с религиозниками, связано с той стороны, с этой стороны. Я согласен, конечно, с одной стороны, но шинтаги долги, а че шинов шиндолги, а че шелек мабольня, а реал мабельня, а лек бочут, а реал мабельня, или они домой должны возвращаться усталыми, или еще на завтра отложить свою драку, ну и еще вот это. Но в конце концов какое-то урегулирование должно быть там состояться, иначе дойдет до кровопролития и так далее, и так эту юрталат ез вок нахабо и дадиаз доет. Но дальше развивается до этой чудовик.
но субоя, и наши вот эти религиозные, беш, кадырович, беш, кибеш, все это бубо. Я не хочу, конечно, такими именами называть, но тем не менее, до модельня, однозначно шеку я обстяду. Он говорит, что долго продолжать не должно у нас. Все, это надо нам освободиться от мнения такого, что все эти преступники будут судить, закон судить их будет. Но то, что касается вообще к работе, Балхан, Белмекш, Нисящи, ну, что стратегию что занятность леса. Учителя в высшем мялю, учителя я лезу мялю предпочтений. Они будут воспитывать детей в школе, шолом, нансен езице. Харца милду бе даязяш генетически милнис адо шлац бе му халтушлю. Все это кропотливая работа, если. Но мы как-то в Европе, мы как бы уже далеки и цахдол гумшицлик, уже все это и цахдол отсталый, и раст, и быдло, уже совсем система оказывается. Мы должны подогнать детей, специалистов, сделать специалистов, их взять, как за руку их взять, понести домой их, и как отцы им там дорогу надо. Бусов наха религиозный, кивега, вожвега, барца бяхса бол дунянчуа. Сунца это солчо уйгасны ван кирва царна хьеча на дуй, но из-за дал гурду, но тем не менее еще массу чудес без бенчу. Бянна бенчу без учителей начать надо, там маленький завод, деньги у нас не будут большие, но маленькие заводы, все это кропотливый бал, либо без суна и международный. Вот я влез в это международное, я понял, какой я недальновидным в этом деле. Я ни опыта, ни знаний, чтобы и штал, Аслан, юридический дяж, понимают какие-то вещи. Но такие, как я, простые, это недалеко, непонимаемые эти вещи. Украина, от Мансуриндайн, таум дира долждацуем. Ехас дуаше, да бограм дуэ, ну, это шей, но цаум ду, цада уэ но уат ногчичуа уэ айда хушхала уэ цалу ху ца скей ца китаец ворол швацум шугудяшлу шугуза хулилдяшлу я. Уэ динна хирду, уэ хуальна хирду дамуа. Ишь вы вложите в него ница хирбу воры. Они почему быстро организовываются? Потому что они преступники. И надо быстро что-то лучше. Нам, конечно, долго. Честные люди остаются дома. На себя груз не берут. Мы сдаем позиции. Этого нельзя сделать. Надо до конца идти. Например, после первого выступления, Аслан, мне гости пришли домой. Да, мне домой там пришли, там все, там что-то, я не знаю, что, ну, пришли гости, говорят, кто там, отец, он свой швац, ага, свой шаушал, видно, сагук, дикду дать, вавишон, вага, свой шведно, дури. А ух, дикду мокшдуй шо аш, дикду яля. Ну а цачо дуй, цахунда, вожда, свой дабохуна, мелбо чо бош бела, бош бяша была, дуй, видно, гуй со лучше. Мелбо чо бош бела, мы это не занимается. А свой ёб дабонсун, шуду дезон, ца контрватсун социальный. Ночи я буду зубами цепляться, ночью уходить. Асхалга элошиншу, что детям целясун и тешья кадыровч и мажуаша и ичгелиш и евро волоштаря
Масу сон цабушин шу масу дует. Развачу. Масу шу беш. Наше дело святое. Почал давати. Чтобы наши девушки, мальчики учились. Ну и хорошо. Иду давати, да, мулаха. Самый сун югаба легче на рело дуклат лурват. Зулам калар булдоцак, зулам бехирдац. Почал давати, да, мулаха. Просто нам надо уже такой ударников, собрать ударников, молодых, значит, подтянутых, скажем, ну, дальновидных из Форги, Хушбеш, Хусянин, Содагу, Хирват, первый там театр, Сундук Генеса, Жимоволш, заняты Хирвари, Сундук Хусян, Бюсекер, Аусе, Цундела, Шорт Бобу, в общем, но человек бе давать любой ларве его добавил нюка колом Бог питам мы баш мы бе дальше смысл работы ичке либо хрячи что цабусов по халифате из полгача бомна шахтамыш его зудришин те бомна шахтамыш а их бачун те цату сегодня цавёшь халифат цавёшь шей дагна что его халифат ой, кверчу, ой, бусал буду, ой, все такое. Нам не нужно ни это, ни тел, что я алил, это все. У нас свой дресс-код, чеченский дресс-код. Мы и ночью качали дачу, не умеем шли дальше. И сегодня обошен, я ше ажбе халае, ше партии создать и ажбе халае, ше ночью бе халае, чути амалич. Безнациональной привязки была. Да, шей, хитрость, любовь, хитрость уже разжевать. Что ты говоришь, мышь, халифат, не араб, никакой, все, будет, бусов дин ряду, государственная религия будет, суннизм. Все, суннит ряду, и займемся своим делом, да, мула, да, молодой, чувак. Хаз кирш гала ёлш, хаз ошен мяш чудалш. И райс штес был нюкой питам дабяхтан полностью. Каждый человек душой, телом, головой должен очиститься от этого зло чухаланду. Ой, дакцадовшин. По-русски, по-русски. Разве мы не помним, как мы друг другу, нас матеря посылали друг другу там, Вало за луком сходило, Вало за этим сходили. Нас как, мы жили как в одном семье. Ворота были открыты для всех. Заходи, если ты устал, в любой двор заскочил, поспал, как семья в селе мы жили. Мы любили друг друга, а сейчас друг другу не заходят. Что это такое? Для меня это уму-разуму непостижимо. Я хочу, конечно, понять, какая причина здесь. Но непонятно, конечно, ворота закрыты друг другу. Лишь бы не зашел, лишь бы мимо прошел. Вы же себя съедаете, чеченцы. Вы же себя полностью уже, вы не знаете, где вы находитесь. Вы даже не сможете ориентироваться по GPS. Вы цонг шмаду. Никто к нам не придет, не поможет нам. Ни один человек. То, что нашими руками, вот эти руки всю жизнь трудились, они и сделают дальше. То, что мы кирпич на кирпич положим, то и будет дом наш. Этим будет называться нашим домом. Никто нам не поможет, ни один деталь. Ни механический, ни технологический, ничего никто нам не придет. Все придется покупать, все придется, значит, своим умом добывать. Все это очень трудно будет, значит, все должны это знать. Вопрос молодежи, это очень трудно состоит. Чего-то учителя готовят бабеш. Я своих детей стараюсь и учителями, и технологии, всех готовлю, чтобы что-то пользу принесли.
Деньги, ребята, не важны. Я опять повторяю. Акча, деньги в жизни не важны. Это всего лишь средство существования. 3 раза я вам дал лучший. Нам главный патриотизм дует. Деньги первоначально государственные, значит, устройство, значит, придется, конечно, придется нам патриотично, значит, вложить наш физический труд. Без этого никак. Не получим, мы не в силу оплачивать все это. Все. Но нам надо готовиться, как вот это в руки взять. Да, пусть это через 10 лет будет, пусть это будет через 20 лет, пусть завтра это будет. Не знаем, когда это будет. Но готовы мы. Вор быстро схватит это. Воры быстро организуются. Вместе организуются. Они как собаки нападут. И никто нам на помощь не придет этих собак убрать. Это то, что мы, если спиной мы повернем трудную минуту, то и результат будет. Если мы додумаемся чуть подальше на потолок знаний, если поднимемся, то может что-то и произойдет. И что, ну, Аллах, но аж неудобно как-то. Надо разговаривать. Да, кстати говоря, по поводу вот этих учителей, еще мы обсудим. Но к чему отбой, это самое главное, мы должны изучать чеченский язык. Хусейн Хамашволь, ассаламу алейкум. Валейкум ассалам, ассаламу алейкум, масарга. Добрый вечер. А сегодня мы на русском, да, передаем? Да, мы сегодня на русском. Ну да, сегодня мы, вот, Ибрагим, мы были здесь в Вене на одной очень большой, ну не демонстрации, наверное, благотворительный концерт, который австрийцы здесь сколотили. Ожидается до 100 тысяч людей. Все время с экрана звучат слова «Слава Украине». В общем, концерт посвящен украинцам и помощи украинцам. Они собирают деньги. И такие дела. В общем, по нашей проблеме я тоже хотел бы пару слов туда добавить. Да, вот то, чему говорил Аслан. Наша проблема, ну такая вот, на сегодняшний день кажется такой, ну как бы почти что неразрешимой, да, вот эти серьезные вещи, радикализм и так далее. Но я вот думаю, что все это сопряжено со страхом. Вот эта неактивность, да, населения, такая пассивность, скажем, молодежи, она сопряжена со страхом родителей перед Кадыровым, которые родители внушают своим детям. То есть родители ездят домой, они хотят ездить домой, и тут же на 2 стульях как бы сидеть, да, жить как бы телом в Европе, а душой в Чеченской Республике. Так очень сложно жить, так человек раздваивается, да, и у него психика нарушается тогда, он не может нормально думать, нормально воспринимать действительность. Вот после того, как страх перед Кадыровым уйдет, и сразу появятся герои, да, даже нам там места не останется, настолько много героев. Так что здесь молодежь сейчас у нас учатся, везде учатся, очень много студентов по всему миру учатся. Чеченский народ сегодня владеет 7 языками мира, всеми буквально, да, это тоже наш большой багаж, огромный багаж. Учатся у меня даже, вот в моей семье, в техническом университете есть. Это уже технически, я знаю несколько чеченцев, которые в Венском университете техническом учатся. В общем, это большой плюс. Сегодня нам вот эти технари нужны. Нам не только нужны там врачи, да, или там экономисты, или финансисты. Нам в первую очередь, просто самое главное, нужны вот эти технические дела, потому что заводы, фабрики, производство, изобретения, это все должны делать эти люди. И инженеры, конструкторы и так далее. Вот это нам технологии. Вот это самое главное. Людей надо нацеливать, молодежь нацеливать на то, чтобы они эти науки изучали. Посмотрите, примерно зять, да, Эрдогана создал Байрактар.
вроде бы, казалось бы, игрушка, да? Наверное, игрался в детстве, может, самолетиками разными. Изобретался такой раз, потом изобрел вот этот Байрактар. И какие чудеса он делает, да? Вот вроде бы ничего там такого нету, летит там где-то вверху и долбит врагов наших общих. Вот эта мысль, да, это тому, чему мы должны учиться. Вот эти вещи надо учить. Не то, что гуманитарные там профессии тоже нужны будут, но в основном вот надо на этой базе сидеть. Это то, что касается нас, чеченцев, да. То, что касается украинцев или помощи, я бы так сказал, украинцам, да. Здесь я, например, слышал в Вене, что есть одна организация, которая собирает гуманитарную помощь для Украины. И вот такой маразм, да, я слышу, для мусульман Украины. То есть чеченцы собирают помощь для мусульман Украины. Что может быть еще дебильнее этого, да? Ну что может быть? Ты представь, привезли гуманитарную помощь в Украину, но люди в надежде получить еду, воду, там, медикаменты становятся в очередь, и человек, который для мусульман Украины привез, говорит: ты мусульманин? Нет, иди отсюда. Мусульманин, бери. То есть это вообще такой, ну, дальше уже некуда, да, это маразм, самый натуральный маразм. Сегодня делить людей по религии, по религиозным всяким этим соображениям, да, это вообще для меня совершенно неприемлемые вещи. Причем христианскую Украину отправляют. Да, посылают туда. Вот такие вещи, просто когда мозгов у людей нету, да, вот появляется вот такой идиотизм, который, ну, не помогает, да, наоборот, увеличивает эту пропасть, увеличивает и отдаляет, ну, вот чеченский народ, ну, как бы бросает в пропасть, что ли, вот эти клише, которые на нас навесили, и не без основания, радикалов и прочее, прочее, они дальше продолжают работать и через вот этих людей, да, через эти бездумные вещи. То есть эти люди пытаются как бы казаться святее Папы Римского, как говорится, да, вместо того, чтобы, да, сказать: вот украинцам мы собрали, мы, чеченцы, собрали гуманитарную помощь. Все, послал, и все, и до свидания. И все довольны, украинцы довольны, мусульмане довольны, все довольны, и чеченцы как бы имеют хороший имидж. Но нет, надо и в этом деле поломать что-то, и в это дело влезть, и нагадить там. Вот такая ситуация с этими радикалами на сегодняшний день, к сожалению. А так украинцы так-то и без нашей помощи, в принципе, обходятся, до сих пор обходились. Но просто человеческий вот этот фактор, да, когда ты сопереживаешь чужому горю, это если с точки зрения как бы религии говорить, да, это долг. Не то чтобы долг, а адмалды, вот это человечность. Там религия не нужна, да, в принципе, без религии. То вообще ни во что не верит, если он видит, что человек умирает, любой подбежит, там, мусульмане, не мусульмане, никто не будет смотреть, христианин или безбожник будет помогать. Вот в этом деле нам, чеченцам, надо бы быть очень осторожнее с этими лозунгами, исламскими лозунгами, потому что, как Асан подчеркивал сейчас в своем разговоре, завтра они по нам очень сильно больно ударят, потому что ни одна страна в мире, да, ни одна страна в мире, тем более арабские вот эти страны, мусульманские страны, которые нам до сих пор не помогли ни в чем абсолютно, да, не помогут, тем более завтра, когда мы, например, если Украина выиграет, и мы, русские, там, проиграют войны, развалится Россия, и мы захотим создать свое национальное государство, ни одна страна Евросоюза, в которой мы вот живем, да, не поможет нам создать новый халифат. Все будут против. И поэтому нам скажут, да, как сказали, в 1999 году председатель Евросоюза, Еврокомиссии, вернее, в 1999 году, когда мы начали вводить шариатские суды, там, и вообще вот этот весь дурдом строить, там, да, он сказал, что Чечня должна жить по законам Российской Федерации, хотя мы избрали своего президента, у нас было независимое государство, все, но из-за этой риторики, которую мы использовали, да, политики использовали риторику
все там хотели, вот, не понимая даже сути дела, построить то, чего они даже понятия не имели. Из-за этого от нас весь мир отвернулся. Мы не имеем права второй раз играть в эти игры. Если мы еще раз будем играть в эти игры, да, то наш народ рассеет просто по всему миру, и мы уже перестанем быть чеченским народом. Да? Мы просто как бы одна часть народа почти уже, которая станет основательно арабскими, арабизированными, другими, третьи другими. То есть в нашей республике нам не дадут жить в свободной Чеченской республике Ичкерия. Все очень просто, да, все очень просто. Мы говорим, например, вот у меня в кармане там, да, лежит австрийский паспорт. Здесь в кармане. Могу даже сейчас сбегать, принести и показать, да. На первой обложке паспорта герб Вены, и на нем вот такой крест. Открываешь, и там крест. То есть от того, что там стоит крест, ни один радикальный, совсем радикальный, с метровой бородой человек не отказался от австрийского паспорта, несмотря на это. Ни один человек здесь от номеров австрийских не отказался, потому что венские номера тоже с гербом Вены и с крестом. Ни один человек не отказался от помощи Красного Креста, да? Это христианская организация, изначально созданная, по-моему, в 1900 каком-то году, до Первой мировой войны, то ли в 11-м, то ли в 13-м, я не помню, в период Первой мировой войны создан вот этот Красный Крест, как сестры милосердия, монашки, которые во время Первой мировой войны помогали на фронтах перевязывать, вытаскивать раненых и так далее. Это и есть Красный Крест, да? Мы сегодня привыкли к тому, что на машинах мы видим этот Красный Крест и думаем, это скорая помощь. Нет, это не скорая помощь. Это, да, врачи, но сама организация как бы христианская. То есть вот это лицемерие, которое нас захлестнуло, да, лицемерие, которое мы уже как бы, ну, как в бытовую, как бы в жизнь нашу вошла, да, уже мы воспринимаем ее как данность, как должное, да, как будто нам кто-то что-то обязан, не понимая, что все вот эти вещи, да, со стороны, если человек на вас смотрит, вы выглядите очень смешно, любой человек, да, выглядит смешно, там, примерно поездка в трамвае, да, среди кучи людей, когда женщина заходит туда. Когда ты заходишь домой, прячешь ее, на улице выпускаешь, в трамвае, в толпе притирают друг друга, это можно, а там нельзя. Вот эти глупые вещи, которые как бы отдаляют нас от цивилизации, скажем так. Вот это, к сожалению, присутствует. И еще тут молодежь, видите, чеченская молодежь. К сожалению, эта чеченская молодежь нам недоступна. Недоступна тем, что не дают этой молодежи к нам прийти, не дают этой молодежи общаться, потому что родители сидят дома и говорят, туда не ходи, с этим не разговаривай, это опасно. Там Кадыров увидит, все, там родственников будет мучить, да, на демонстрацию не ходи, тебя там увидят, сфотографируют, закинут дома, всех там родственников будут. Вот это страхи, которые нагнали, они очень сильно влияют, к сожалению, на наш народ. И из такого, знаешь, мужественного чеченского народа, который весь мир поверг в шок, когда мы в 96 году победили русскую армию, сегодня вот такой стал, как разменной монетой. Да? Одна сторона боится чего-то все время, другие тоже, те даже люди, которые прошли войну, сегодня сидят, боятся показать лицо, например, назвать свое имя. Да? Я даже во время войны не понимал, как можно воевать, да, как можно, вот, первую войну, во вторую войну, всегда это говорил, и не понимал людей, которые, ну, прячут лица, да. Если ты прячешь лицо, значит, ты не искренен, значит, ты не готов к борьбе до конца, значит, ты себе оставляешь место соскочить в определенный момент, да, спрятать имя, свое лицо, и потом раз, а меня там не было, можно в любой момент сказать. Поэтому
вот нашим чеченцам я это обращаюсь и говорю, что уже пора открывать лица, пора бороться за свое будущее с открытым забралом, как вот и рыцари говорили, да. Пора уже показать молодежи, что не надо никого бояться, показывать это надо личным, своим примером. Не говорить, давай ты это делай, это я должен своим личным примером, ты должен, другой должен. Показываю, как мы сейчас лица, показывать, что ну, можно так бороться с этим делом. Я помню, во время первой русско-чеченской войны, я ее всегда так называю и буду называть, русско, не российско-чеченская, именно русско-чеченская, титульный народ, потому что русский. И вот когда в президентском дворце там, вот эти новобранцы, которые с минутки шли, вели их там на помощь в центр города, боялись перейти, ну как боялись, были минометные обстрелы, артиллерийские, но первый человек, который впервые в это пекло попадает, он, конечно, там шарахается во все стороны, и боялись перейти через мост на сторону Совмина. И тогда Шамиль Басаев остановился на мост, шел вперед, полный рост, становился, руки разводил, так, смотрите, меня же не убивают, смотрите, мне же ничего не бывает. Таким образом он этих людей перетаскивал, то есть переводил туда. Вот такая миссия, должны и мы принять такую миссию на себя, показывать людям, что нечего бояться, показывать людям, что надо говорить правду, надо говорить не только правду, а надо... Сегодня, я уже неоднократно это говорю, сегодня, да, стать героем, для того, чтобы стать героем, да, настоящим, не нужно брать автомат в руки и идти в бой. Просто достаточно вот открыть лицо и говорить правду, и все, и ты герой. Только правду надо говорить. И это может сделать любой человек. Причем что задешево, просто так, стать героем, да. Когда завтра уже, когда это дело все затихнет, и как бы все уже, когда сбросят маски, когда не будет оккупационной власти и так далее, тогда сложно будет стать героем, потому что надо будет, тогда действительно надо будет совершить какой-то подвиг, чтобы тебя узнали люди. А это будет очень сложно. Сегодня есть возможность, дерзайте, молодежь, говорите правду, помогайте украинцам надо. Вот сегодня это тема украинская же у нас, да, я так немножко опоздал. Да. Я вот хочу просто сказать о волонтерской деятельности, да, насколько она важная. Мы вот с Ибрагимом вчера ходили, я несколько дней тоже ходил, волонтерил, я это так называю, но был волонтером на вокзал, куда приезжают украинцы. Первые вот эти с поездов, которые выходят, прибывают украинцы. Очень важно, когда их встречают там чеченцы, да, очень это важно, потому что мы сразу начинаем, понимаем друг друга, потому что у них беда такая же, которая была у нас общий враг, и мы можем им как бы успокоить, да, влезть как бы в душу, немножко сказать, что не все потеряно, что своим примером, своей жизни здесь в Европе, своим опытом поделиться, показать им, что мы можем помочь им и помогаем им словом, делом и как бы опытом, да, куда пойти, чего пойти, можем отвезти, привезти, там что-то купить, покормить детей и так далее. Это очень важно для будущего. То, что мы сегодня сделаем, да, для украинцев, мы это найдем в их сердцах в дальнейшем. Мы это найдем, может быть, в песнях украинцев, в сказках украинцев, еще в чем-то, да, в рассказах каких-то. Потому что история вот таким образом только делается. Она не делается по заказу кого-то, она пишется нами всеми. Поэтому я призываю чеченцев, которые живут в Европе, не лениться, не бояться никого, выходить, идти в эти пункты, где размещаются беженцы, помогать им, если можно, едой, там, хоть чем угодно, коляску отдать, старую одежду для детей особенно, да, потому что сюда в основной массе едут женщины с детьми. Мужчины на войне, там, из-за военного положения, введенного, видимо, военнообязанные, их не выпускают оттуда, и правильно делают, они должны воевать, мужчины, защищать свою родину.
А женщины, которые сюда приезжают, они все с детьми. Поэтому нам надо помогать этим людям, помогать этим женщинам. Там, потом вот от того, что мы сделаем сегодня, это будет у них всегда с собой в сердце, в душе, и в дальнейшем, когда Украина выиграет войну, уже мы за этот период сможем настолько сдружиться, сродниться с украинским народом, да, если мы будем активными, то можем в дальнейшем, ну как, жить два братских народа, да, настоящего братского народа, не на бумаге, не на понтах, не на словах, как это делали русские, а реально люди, которые будут в дальнейшем помогать, два народа, которые будут все время помогать друг другу. Примерно такое я хотел рассказать. Хусейн, я чуть от темы отошел бы, от украинской. Я хотел бы задать вопрос вам, связанный с семейным вопросом. Например, в семье бывает 3-4 детей, будь то меньше, больше, да. Вот кто-то сбунтовал в семье. И что с этим надо делать? Будь он радикалом, ну, отца не стал слушаться и сбунтовал, вот, своим делом начал заниматься. В таких случаях мы его должны, куда его отослать должны, или приучить, или как? Вот это я как бы, почему я поблизости хочу сказать, что я хочу сказать, это наши дети. Как бы там мы не называли его, кличку не давали ему, все равно это и деваться от этого никуда нельзя. Убей, отказаться, дичать от дюзлах, все равно генетически Цундела 8 миллиардов цаны его он отдали партии, тебе приведут этого ребенка. Итак, все мы дети, новчи дети мы отца, должны мы конфликтовать дальше, или как бы вопрос тоже стоял, зачем их, да, я что зелем, зачем мы амнистировали эти туда, ну, я считаю, например, я в недоумении, конечно, но все равно от этой земли деваться некуда, что ночью мог от себя. Мы вот сидим здесь, не сомневаемся, что мы вернемся, что нам здесь не по душе, хоть и сыто нам здесь живется, и все красиво, мощенщу, все ножду, все у нас есть здесь. Ну вот душа, вот моя душа, это точно туда тянет домой. Социальный мост я никого согласен, мост и в общем, мы не должны урегулировать, или как вы считаете, или мы должны дальше продолжать? Здесь очень сложный вопрос, независимо от того, ногчи воевать, человек, который нарушил закон, человек, который совершил преступление, он не может быть просто так взят и прощен, да? Человек должен понести наказание. Единственная здесь проблема в том, что как должно вот это осуществляться наказание, должно ли оно как бы, если мы строим государство, государством осуществляться наказание, да, в виде там судов там и так далее, или же отпустить это на бытовой уровень, чтобы друг друга потом перебили, да, вот это государство призвано для того, чтобы регулировать вот эти процессы. Мы не можем, например, как государство оставить людей, сказать, вот сейчас много врагов, да, там те, которые называемые кадыровцы и прочее, да, в милиции, там, полиция. Эти люди, ну, мы знаем факты убийства 27 человек, их там вообще сотнями, да, убийства, которые совершили эти люди, пытки, которые они совершили, эти бутылки там разные, ну, масса, куча дел, которые надо будет потом расследовать и расхлебывать.
В данном случае, конечно, у этих людей будут и кровники и все прочее такое. Да? Если мы эти вожжи отпустим сразу с самого первого дня, то есть опасность, которая реально будет море крови. Да? Мы должны регулировать как государство. Эти вещи государство должно взять в свои руки, запретить эти вещи, самосуды разные, и в судебном порядке привлекать всех, независимо от чеченец он или русский военный преступник. Да? Это все они военные преступники. Они должны быть, военное преступление не имеет срока давности. Где бы они ни находились, эти люди, если они сбегут даже из страны, или русские там офицеры, генералы, там, кто бы они ни были, они должны понести наказание. Мы должны создать такие спецслужбы, как Израиль это сделал, да, после Второй мировой войны, и ковыривать этих людей, чтобы для чего это делается, чтобы другим поколениям, да, в случае вот такой ситуации не было желания предавать свой народ. Если бы после Первой войны, да, мы бы, например, выловили Завгаева, Гантимирова, Автурханова, Хаджиева, там еще ряд вот этих разных людей, которые насильно, да, которые, ну, прямо вот насильно затащили русскую армию и помогли развязать Первую русско-чеченскую войну, и публично этих людей, ну как публично, через суд, конечно, наказали бы этих людей, не было бы потом Кадырова, да, Ямадаева, это 100% этих людей не было бы. Эти люди почувствовали безответственность после Первой войны и решили, что они вот так же могут уйти от ответственности, как ушли их предшественники. Вот в этом плане, конечно, народу надо придать урок, надо обязательно подать урок. И я думаю, что после, например, освобождения территорий в обязательном порядке наше государство, наша власть должна попытаться привлечь голубые каски туда, миротворческие силы, для того, чтобы не было таких серьезных конфликтов внутри нашего государства уже. Разоружить людей, демилитаризировать территорию, создать законные вооруженные силы, законные полиции, обучить их, естественно, прежде чем поставить на эти посты, потому что то, что мы видели раньше, после Первой войны, людей брали с улицы, потому что других не было специалистов, надо было быстро воссоздать, но это приводило к таким недоразумениям, потому что человек, если не специалист в этом деле, да, он больше вредит, чем помогает. Тем более, когда у человека ружье, он становится еще и опасным для окружающих. Поэтому надо все как бы планомерно делать. Сейчас мы и эту тему можем здесь, да, найти, например, специалистов, молодежь посылать, вот кто там, я не знаю, почему это не делается до сих пор. Мало идут люди в полицию, здесь работают в полиции, за границей. Потому что опять эти радикальные элементы, как там назвать, не знаю, но вот эти радикалы, они внушают, что нельзя идти в полицию, нельзя идти в керст-армию, нельзя идти в керст-полицию и так далее. Хотя эти люди, обученные там, да, будут для нашего народа, да, завтра полезны. Они будут большими, хорошими специалистами, можно на их основе создать школу, там, учебные заведения, которые могут воспитывать уже нашу молодежь в условиях, вот, ну, в тех условиях, в которых мы окажемся в дальнейшем. Так, я думаю. Asan İbrahim'ik duaştı luyvay, dukkayı İbrahim kükaydın aşol. Рагнар Ладбро, ты следующий. Пока я руку держал, тут несколько тем уже проскочило. Одна из тем была опять вот этой системе, да. Ну, хотя тема украинская, я сейчас чуть-чуть опять вот эту тему затрону, да, что то, что произошло в нашей среде, вот коротко, да. Давайте это на Украине теперь пример как бы переведем. Вот если сейчас война в Украине, ну мы как меняемые люди, как знакомые с вот этим всем, мы понимаем, что Украина
просто ведет освободительную борьбу и борется со злом, с фашизмом русским. Однако вот русские, если их послушать, с их стороны, русские утверждают, что они проводят демилитаризацию, денацификацию и пытаются предотвратить вот эти биологических, голубей остановить, которых готовят Украине запускать к нам. В смысле, запускать к ним. Примерно такое же происходило вот у нас, да, когда нас там называли, Путин вот сел и говорит, что они хотят создать там халифат от моря до моря. В 2001 году, по-моему, да, это его выступление. Вот когда это выступление я слышал, я сам нахожусь тогда в рядах там, партизанского сопротивления, в так называемых джамаатах. Вот то, что он рассказывает, всю вот эту подноготную, шариаты, халифаты, я тогда не в курсе даже вот этих вот идеологических тонкостей этих. Это говорит о том, что вот главный идеолог как раз и сидел там, который всю вот эту вот тему задавал. И вот сидит Путин и говорит, что мы там пытаемся халифаты строить, шариаты и так далее. Да? Затем что происходит? У нас наше сопротивление начинает, я сейчас на Украине, да, привожу, если пример буду приводить на Украине, то будем о Украине говорить. Например, Украину не поддержал весь мир, да, Украину понесла поражение, началось партизанское сопротивление какое-то, и вот Россия в ряды Украины, а мы, как мы знаем, в такой трудной ситуации человек очень начинает сильно задумываться о Боге и полагаться только на Него. Вот в рядах, например, украинского партизанского сопротивления русские там впуляют им каких-то попов, да, впульнули попов, которые идут вот в эти отряды там партизан и говорят там во имя Отца и Сына, вот мы должны вести призывы, что мы будем запускать бактериологических голубей, в Россию, да, и вот нам так говорит, предписывает наша религия. И все начинают, так, действительно, если мы там в Бога верим, вот поп пришел, говорит, что так все есть. А он знает лучше, с ним лучше не спорить, потому что можно из религии выскочить, будем прислушиваться к попу. И вот поп объясняет, мы еще должны провозглашать нацизм и так далее. И вот украинцы, например, начинают провозглашать нацизм, ихние партизаны и так далее. И в итоге там ихнее вот это движение, оставшееся из партизанов, оно официально, ихний какой-то лидер, предводитель садится и говорит, вот мы нацистское движение, наша цель это установить, нацизм на территории Украины и во всем мире, и запускать биологических голубей, да, по всему миру, чтобы они на русских обстреливали их или чем они там. Вот что-то такое происходит и в чеченской среде, да, когда нам запульнули вот эту идеологию, и мы уже дебильно вот это все до того несем, что уже из своих уст вот это сопротивление там где-то высказалось. Вот примерно такая вот ситуация, да, сопоставим. Хотя это смешно, но это так и есть. Если Украине бы не помогал бы мир, если бы их они понесли поражение, то что-то подобное было бы и там. А вот по теме теперь Украины я еще хотел. О Джохаре я не вспоминаю, а вот постоянно его мониторю, да, его вот эти всякие, не то что предсказания, то, что он высказывал, да, что Украина, что Солнце Россия зайдет с Украины, они будут воевать. Да, Россия, погибнет, когда зайдет украинское солнце. Вот действительно дальновидный он был, оказывается, человек, настолько и четко разбирался в русской душе, в их вот этих планах, намерениях. И что мне еще интересно, он знал, что мы не потянем, зная, что мы
понесем поражение до тех пор, пока Украина как бы не начнет сопротивляться России. И только украинскими силами там можно будет, короче, как бы победить, да, вот этот русский фашизм. Вот что-то подобное у нас в истории было уже, когда Хасан Исраилов возглавлял вот это вот сопротивление, это еще там, в начале 20 века. Вот он писал какие-то письма, которые там... Да. И вот он писал там даже в российскому русскому руководству. Ну, он сам бывший работник был же. Адвокат был Хасан. Да. Ну, имеется в виду, он в системе вот этого, в их системе как бы работал. Знал, да, это. Будучи начитанным таким человеком, грамотным, он, когда писал, он даже излагал вот это вот, что не надеясь, ну, он осознавал, что Российская Федерация, как бы, что они не смогут, вот то сопротивление, которое там было, что они не смогут победить. Я как вменяемый человек, я осознаю, он писал, что мы не можем как бы победить. Однако никакого другого выхода, как вести вот это вот сопротивление дальше, у нас не остается. Потому что если это сопротивление, оно как бы будет уже повержено все, то никакой жизни, никакого будущего там для нашего народа нет. И будет репрессии на народе. Ну, то, что мы сейчас видим, да, рабов, которых в качестве уже там пушечного мяса шлют дальше. Да. Вот то же самое произойдет, я опять хочу повторить, украинцы. Если украинцы, никто не хочет воевать, например, я не знаю, про себя я скажу, больше всего мне ненавистна, да, вот эта война, гибель там близких твоих друзей, которые на войне погибают, да, то когда ты видишь, где женщин, детей, которых бомбят, которые страдают, никто этого не хочет. Однако у нас никто не спрашивает. Путин подлец, который, короче, абсолютно ни у кого ничего не спрашивает, и его вот это вот, все его рабы российские, имперцы. Имперцы равно рабы. Вот эти вот люди, они ни у кого не спрашивают, когда идут с вот этой агрессией. И единственное, что можно сделать, это сопротивление. Вот если не сопротивляться, опять-таки же... Хана всем. Да, абсолютно. Украинцы тоже, те же самые кадыровцы в будущем. Да. То есть воевать в любом случае придется, жертвы в любом случае будут, но они будут уже не за правое дело, как у нас сейчас, да, вот эти вот полки пехотинцев. Это уже война не за правое дело, а это война в качестве раба. Тебя как раба шлют туда, и все, ты погибаешь извиняюсь, за французский мягкое место Путина там какого-то, да, или Шмутина какого-то. Вот как-то так. Так, Баркал Ибраим, Дейрейсхуль Рагнар, тебе слово. Приветствую тебя. Нохчу умацу, машволь, нохчу вала. Хази. Хешу Рагнар. Да. Букнябу хочу. Далдик нигдуэлан. Дейрейсхуль шхошлу тенхасхит. Бяхар алу ардерсон эрсимата дитсалаксон танохчу мата сажим авал юхбах диттердушу. Хусейнин Ибраимин Хуна Цигаболвей Байсангури شو بركة ديريس خل أبو أردر يقول أخ خزدي ديك بدو ناخ شو بدو شو بشم أجدي تبنيس خما دو جيم كاش حيق أضي قوي خيتر وشون دو أنت أصلاً تقيت شو ديكم شديت أصلاً ديريس خلولهم أصلاً يبدأ يجيش كيقول ديلا منيس إبرة يدق السشادة وقمام إيش بيت تنا بقدك دوي تنا بقدك تردوي إنا حيرة باقي юг царь шейк дают царь. Вот с Геббельсом, Аллар, дайте мне средства массовой информации, я сделаю из людей зомби. 1000 раз повторенная ложь превращается в правду. Ютер идеологию шейк. Царь и тунде вен хадис, вен илят датер, вен бейвики, жду, кидуй, отзгас, жду, дицен, вен вещух, араболь.
تعزر إسبا ديوست دوي توتشرح دبي بالرش بيويك ويقدك دوي إيشش لوخ يا بيويك يشوس بيلونك بوش مش حق لوسي هو بيرش دات عودل باسش قيتم سخلر دوي إشادك كحين أول سير أنا ليت سير إيوين هنس جينا وين يهمش جينا وين جينا وين إحسارين الخارتسو سار بيشبول خارتس موت إيش سار وين إقوالن يل إتسرش وين إشادك خوش مدو وين قوش مدو إس يو تصير هم ديال تانها أدالة جينا أوكرانيا دابل حبل هذا ورنيوتك حويتشو ألا حويتشو гуманитарно غديشو سؤال إن خسينز بوغ نيستو أروالي سخودوي إن سونوق شون شو تلارتي إن شو ميج تاديك ديز غاس قماتخا سو إبو سونوق شو إلشن داديرزن إس социгүйчүй эсердийдүү хөлдабел тига мохю югот акавен ицекул вейцунах вейдицтецедиз вейт эквеланьо це ю ичаю ирашсал тебаца чукушлодия ау вейн хукшмадуй веймячо диче тига шабиш жгула бин эзер таганюк халеч и исбайтак цегвалу швючвац и хукшдуенцик лалуш балшма баци Otan halböç ya liluş da surç rittocer i modernisch lilio. When kuş do match odiç bats iş boluş bats sig halböle iş aşiko jüeltet ser liluş da iş atsara i hun lildo iş rastisch bolbeş mu kuş mu. Rastisch zara leiş bina ins ibrais mal la atsala leiş san çukuş kuş. İş boy sig da bugün bol xaz bol bol deşi san ve çorma do yetki andoktu. أيش يوغا تصوربو تصور اشتخلق يا شنو تصور وين تصور تدي تصور وين دي نور عليك Говорим абсолютно верно, Бог. نعم وين دي بتدي تصور وين امش بيش ما بات وين اشت وين خلقين مدو وين جمقا مدو وين خوش لك اخ تصومنا حين سواخين تشيكو ماجين قزح ايش بو يو ايديت مسيرو اتيم وي Hins Husseins Eller Miller Busselch nagan gulde Sturits is when hoch madu way kietsuna it echt blokigi chwarins Husseins nisbo tsartsani way mot bat way tikku quzat chwar tsartsani way mot bat way tsart shol yuqmet way otsmalnish dayela bu yuboq shol chani otsmalnish otsmajwash مجليلر قيامة دات إدات بديت كون خامة إيديولوجيا حاجة تنالجينا واخوي وإدوي وهوني عادين تورتي تخلديزي وأربوش تخلديزي وتاني ديت تخلديش دات وي كرت مكتي يحنيجا ويش انتريش خليشو ويقوم انتريش خليشو ويخلق تصير خليت ميتشا وانيا شوي قومك اوز ديز ناغت كيد مرس خلي أوكرانيا غدا ديز قامل دات يتسانت إيزي قلنك إنزريش أخارتسو ديرو بيحدنا دوت شبيشان أخشى تسان إقياتي غاس وين دينك دينتسار هين سلطس وين تعليلوش خناه وين إشتخلق ياشتوشن إيش إشتيشة تتيشر وين تعيشنيت بني تيش ما تتيشرش خلميكش دات تكبغنيشات يحل أتس وستوشن أوكرانيا اللي خاركف تيجر نخش حقليش دال ورتسار عمل ورتسار وين خوش مدويس تاناليجنا تكبغن شارنا يوغا تان إيرون تشبه خلان قيران بو هندي أرسل عيلة وهو أديت شهر يرمى قبش أرخامية إناخ غاسكش بوخ بالبو يخوش دو تسخا يشوش لات تانلجنا باتريوش بوي أواك واخم بات إش تسير عيدل تسندات تسار بوخكر بوي أوكرانيشر تسار هلتا باتريوش بات أرابول تسيقا قام دو وان بيش سير عيدلا بيش طوان بيش بات سير سقط له انتريوش لوش جوردن تاني وقم تاني قميش ياش ليشلو سؤال راتشون أتصومان واي كوشو عدوتي إز واي ديتس ديز يولادو خشك قيتشو تسونا قيتو ويز تسقيتشو قيتلو روات واي يدواش دوي تسولش أوغا جارزدا دات دشك خاش يدواش دوي إش داديتس ديز بوقدك ديز إيش بيتسا بيز واي غوشيتسا إيش بيتسا بيز نيس نقداتي هاجل هر إيش دون هر خارس دون هر نيس داتسن ديز دا ديز هاجل تسلي هو ميلو سيليشو واي мощнейший международный блогер уходит, смотрите. Цо щемца тоже до хатер жуап дала моцовоцу. Ха щемца ишна, ха сатурият иштал. Идинс беласа отцо корпалят сахайкалдат.
so eilen tagwats und dadjas do ashin ushna so din haus do qidig do wajdek do inach audal be kurchak be khanda yuq qisun so I wain khush do gush do iza waj qibesh shetan arosh bol besh do inach ish bats way qoman payda khumsh dush way qom si halda qach way qom pachaq qualit gherch batish hul uniadnik do dins dek do wajdek do pachaq ish qush mayat man gush mod quzawa ash mod masit shara ezer shashka ash bu Amerika bu way noqsh Australia bu Европе, або Турция, або арбо пачалшка, або йох пачалшка, метябо. Вайн хуш маду мича худу мурду. Ак хоши эх шундуч бу. Иду вай диц дизек. Ида диц диз вай дуч ду куча. Цер дуаш чак далит мегердац. Идик ду ицундела исандега вай хоши диц дуч йо диц цундел лошту диц диз йо диц диз Yo diz tsaqiye la yo ajo wa idin yuqi qasan tsazer isbay di Australia tarchala da dolir wuq wa davogan wa pach metten dagwatnan shu ashona dalgashtal dalgazot obadal wa qom kharjan wa pachawi vivin I qom datslush tanajina I wa qom tagwis Ицани тагуацки. Его кому хержан тагори. Цац боча тешир цун каш, цац боча тешир. Цундер ошмуду мехкел. Коман дуаш, коман аз, коман юқир Bert Marshall Niso Erndüch Matzaheliba very Desh Ideshnish way Vesh Yuka de Ahmadati, Essa de Akandati, Yahusens de Akandati, Ibrahim Sadekan, Yahuku Purchase Sadek, way all Mitsani, way history Sani Adu Stus. You way Hajan Wosha, I put Shaha, Sarwan Hatsavilla Vina is Davekan, way Pachaki Hulkinetsa. Sunna, a Harjli, Tatsunch Datsiga, Pacha Horshanaha, a Kajtoshanaha, Osam Hilla Bees. Diknik qomo kharjaru bodek duchu ots qomo gaiter hoch dunena went pamtsa ushi und yacha way vino pach aslan scholar sunt pamtsa bi so da immer zum interview sta duch way milcha zum interview halat shient pamtsa bi shien masher bi har ibe endoy har gaskhin chu berkan khartsons wa hizushtu sha ist oter inner spiz ella sheder idagoish ما هيزبيش إنانوش دالور بر وحلاس بوشو سالتي يدوش ماوي قوش مادوي قوشا إستوري خرونيك حشاني شادي قوش مادوي يقوموا يخرجن ورقي يتسنتا قويتسون دواد والتسينيو يخوش تاز بوشار كويتشان تسير وقار تسون تسير دوقا بوشار تسون تسير اوك يوروبيسكي سويت يوقع ناخ بيختن ويكلش بيختن حاجة هاش تسون قوموا تقلي هتسير شابك برت بولش خلفيش وات ثاني تصاص ولو وقن وج ولو تاقا قومت إلات إخراجن ور إتسونك إتاقو تشنا إدرج هوني عادين إسون شرق كيل شيريوي شرق باتشالقيري الإهم يقي داقن وقو حقو ديروكم أتنا أول مينا زميلنا ديستيا سون ديلا وي دخووني خمدوي دينس دولهم دقلوزي دول ديتشا تناخا غورتخول سحون دويتشو إذا هانت إقراج خيشو Taleš dina vojn guštu, voj malniš, taleš na gazot dubokš, voj dejanbol, voj gaskeš tjakuš, I muha idin kerčadjaš, tujuka milha aedela, kidegdela ha, I dinsdol hum štadjaš, I nach audelbjan, I gazot dubokš, otskipar, otsan kerču dižuš buš, sundela bo kudu. I dinsdol huma los de uurslats. I patchal eugedijk mixlats. Dinsje ots mesh shalil die, shlamash die, doatnash die, kidik die. She ilats nizam dui konstitutsiyu she statya shoshkun dosh. Madui masit duneni me lioshkun. Madui patchal shkailan mayu. Ishtkhadiez is. Nizam doroshkun deni hond kelle is. Ots nizams do yochshel kelle is gut door dies khant yo chual is hizut sevies yo ajrit tut sevies itsundela way I kha dies wayn I ditstet dies hoqar diabol bakhchara imarhi qishlat I hum shmalil dar ich die khadar qos wa qom boy moy nochshka wa beeshka
أنت أهار بقنا مليل دار وأنت إتسرش مقولة تارش وين قلنا نير إتسرش إشتي دايغش أحيوكش دوي قام ويتعجين تصندلت عودو المخيل وي عشل باتشالشكا أو باتشالش متأخل سير نيزم لردي تيجا ديوش خناها قيد ميركل بولر قامنش ثاني هرش وين تعاونا ديخر لابات هرشي مخكا بورناخ خير ثاني وميرل قيس يوش يات سوانتل مقيس قيد ميرز خيل تونا أو دبلوماتي أو إساندل ديشنش إرماتي ترمش صبري خيل تدمي خيل حالات ديكنيك تييتس غونيك داداق ديك مالدي قولدي وين حايتس ديكنيك خدو ديشر إشمالر ميلخايول كورنتوليول профессии технических хулюли, гуманитарных хулюли, муха хулюли, ицун тяхкик дизы. Войн ха диз, вой ху алелича, вой митча кача, мячо вой датардельча. Ше ком пачалкияти ком. И хумават, и хума хирелшат, хилишелшат. И мяжи мелах и пачалки. И хильез, и ларе ез, и хилит ез. وتعني بوخدر دي دوي راجنا بيخ بالله يقوى تعمل وتعني ديدو عشان طالو دينها حميت شوغنيا ستقبتشا قيو او شويها حسيدو هنديش حون تياغو تنحق امدو حبتشا قياتي ويدو تسندو ويموخ بوي إيش تتقمل ديش نقول ويتاه شادك ديك دو ويموخ بو داتس ويتعامل ديك داتس غودو تسبوز ديك دو تسبو ويش قام دقة ديزوين بيسن بولج بخلط شناغن دوك بلوزو قام دو إز بو دو تالج دينا مرش تصدق حداك يشوش دات يتعينش بات أنا بغي يشوش ويش دات تصدق يشوش تاق قام دو باتشاقو ياتس ما مرجو هو أبيعش يميات يخليت غيرش قحيق ديش مدو وري ديش كا دون ديش حيزة بيش نانوي سيت اقيدش مخكر دعدوش دوغ ديش داي ادوش تابس داي ادوش يسيبر مالو يدقي ميش حلاغدتوش اردوش يوهاشو توان بين شاق دولان بوصل بجالاو حل تورتي تيك ده حاجن او يوش بجال كده حاجن تيجا تابس بين انا لوز ديش تندل مخك ديش خل مخكح باتشا قوال دوغ قوال خيل يشو شالر تاولش نوخشن دوغ آشو خيل يشو مسير تسنتي قاچا شو تاق مسير برت خيربو برت بو كودوناش مسو تاتير قوالوش خيل يشوات تان همان تيح تان نيزمان تيح تا قيوشو ماتيغاشو ادم دوي ها اتن سبرين هنا استا حتون خيل شوي داولو تيغا ايتا ياچن داديل اشچو تسبالوش غاسك بويش غاسك تشوبال غاشر غاسك دوك بيزون والله تاع ثاني يدا باوي سير ايضا ميتن سيغالي يودي ديس سير ثاني ليل اي ثاني قوم تتسلاح ثاني وين دوجر دوش مش داتش اجل كازاخستان دين كاها يو حسين ايش ثان شادك خا ما خا جما جيني مود تبيحكم ويتصمود دوغدر وصول حالغر شخينا خسان إسرائيل خلول سو أبرق زيلم خلولس صول حالخل والشيخ أشور ما خلولس أشور ما كحبي أنه شمل خلول سنت بويس خربينه قبش أنت غاسكش ثاني كيك تعين كار ثاني تخصوش دشون دابوغن بات إنه سنت أغوات نشأ ويقام دوي لل ويتشقو تجمعاتيس تعالج دينا وين خلدو هنس أشو حال خلدو همش دقش قوم إتصالوش لهم نيتسات إدالين دوش welche تسويش ميتشا وقتشت ترشقوش دوش سي دادوكش إتسقوش يوقي إشي بير نوخش قومة بولناخ تسان باك بيبول تسان أخشلوش إتسقوليش دينت آغور وج آغور بنديتسكي آغور مسو آغور بابش بوش إذن يوق пачалкы إذن تا جيم пачалкы ما إذن إمперии еще тысячелетней истории يوي همان اتسومن تحقي ديز لدور ديز خز وقت إتاق وقو إلا حيقل تسخل قام لو حيقل تسويرش بعدو ديلا حقتقو بو كودو تيش حاجة حسين أخو بو خو ديبوتات خلق مهو
خميش قاعد شوخا لا دوان ديلا ها سون غا حسين أحتيجا حيبال بشنا اتش سيجا دين ديش بوشارة اشتحدوك يدوي هندو عالبوي عديش ميتابوش وين خوش مدوش سير إدوي ريتوريكي موزق حي قلبي أتستجي ويل غر يو ديش أعدو تارنا أهدو كده هنديش أعدو يتسك إبراهيم ديتسك كويتشاد هنديش إيش دنيا نيت ما خمدو ديتسك واخن أكمدوي هربوري وجبوري هينس هرخدوي وجخدوي تان حالات بوبوش قميال تسخل سونديلا إيش ديتسك ديك خمدو حقا تبايسن جور خلرق شو وج سشا وج كبش تا إمتنا نديتة تيوش تادات دوك إيت تيوش هنديش إذا إنزري بوال بوي إذا يوش خان مايو إستوري مايو ويتالجنا وي تان إستوري يقعد يوش دوي تا إمتنا ديت يوش دات يو تا ديش دوي تا دوك تيوش تا شيغر إتادات شين بيرا نيت تبيش شي خورن تبيش دقن بقدك دوي بقدك مدر إيش تبيش ليش تبيش غالطو يلا حاجل ناس حيقر إيش غالطو يعني هينس إيش نسبو هر إيش حاجل إيش ياش هردون هر باتشال هردون هينس حاجل باسبورت إيلر موخا خو أبيعش بوكك بخندقس ميل حلوتيل شن كيسنا إكيخ مدوش ميلش أوتو دين ديتر سو هو أليلدر شن كيسنا أوش مدوز ده مدوز قديت يوش مدات أي بوكك بقى تاريخو خارتو دوتر إيش مكشتوي وش مكشتوي ها ناوست هردين دوش ساوات أحيوشو أحدوشتو تورنيش نارم كولي لاتم كواردينا خارس دق مديت دوا حكيسن إكيخ تقواسن قبولشان إكيخ حرام دياش هيلش مو حولديا باتشاش كش عجل يوغت أق سواج وي قام مالوز ديت هقز وي قوس حد يحكر وانبل سياقي ديال هقز كيلر دولغاتش ويتحجر حلقير تجيم إيوقي إيهم دولن هو المخصن جولدن وي حلقي إندول شواردو أوغر خزنش ديكنش تنش وت يوغش باتشاقي تشوكسر يوغ باتشاقي تشوكسن حول يجال ده تيجا غاسكش حالا ديالك سن يهتو بوقش وين تعديشك دوقش وي قيوش باتشاقش وي خلق ديش وي داي أدوش شين ديكتا ياش كيرتاني أميوش ياش كيرتاني هونيادين بارتنيوش دوي هونيادين كالي تسيبوش وين ياش ياش يوغا إيشان ملوك أزغاستي باتشاقي ويقوي دوقاويك شوست 8% شاويك بير دوغوالش إمبيريتسو جوهرز مالا روسيستو تسير إيديولوجي شايك فاشيستو تان تساعتسويز تان ويشك نولو خاي شين كيلاويك بيز تان إيوين تان أديك تتسديس أسبوك دات إيش تارتاني دوغ إمنا بيوخل ديزي تاري عليت ويزي ها إخاء ديز إخاء تاني حتوهو حكرت شا إدويهم خاي ديلا إناخ أتسومن كيتش بوك ميتش خيناخ سونت عديتش كدار حتوهو عجل أوكرينش شوست 8 مليون населениёш خص пачалках أدم دوش يوق пачалка تار مو لوز يخن يستر مال داس قسن ساريس هنديش سير تان تخار اشتبويزر تان ديتس دير تاع شيء إستوري شاش خلق بر زابدنا أوكرانيا شاش بقر وح آتر شاش سيبرخ قيسر شاش كاع يختار حال بول كيغو خطر بير هينتا هرتوان بول تسال حال بول باتش خط سؤال مولر ندي تاك مي ابستنوف إشوين إلا تغيش بات سون لوزن كوير توديشنا هو جارس توغر سس ديشاني توان بعبال بوبوش لا مويس تانج فيلغا يوش دنيا ديوش مويس غديش شين بوش ديوش وش يود متك تبيسندي إيوين وين نخش قومنا إديت تتصديز وإسانيو نيوان شوي وين جايز بوليتيكا دبلوماتي إزم أكبر بات تغن تاع ديوتس قان وش ديوتس تغن تاع عندو كيغ تليات بول خوتنا بين بول برت ها أخيك إتصالات ولا إبرت بوغ باش دنيا ما دوي هر بتشالخ قديك تندل واي كرت عاشو يوغت آخر بو كودو واي نخش قوم انتريش واي نخش قام هيو واي مخ واي قام لردر ديبتر واي تسلرير ديك مالدك وين حالاتر حايسر حدار واي تسن جيتر كيد ميرز جيتر هر ناخ تيش مبو
هقنر دش دوشلو هقارت يشبه تسبو إش ميتش دابوخش تسنشق بول إتسي أتنا أول الجرمانسكي همويو немецкое качество отцена deutsche Qualität Deutsche. Ist probier stuchwei dela otsa ist buke nach otunt edret di shtui wei tselero yezoi tsundela ner doshloche erdesh madaci tegolch teg doshlil tsundel ist probier otunt edret inter dol duk der di tsena barkal der kol otsveskanot dal vezvo khandela dal diknik dal dal echt bol dal boko tuler yuk shekriyo kharch yishoriyo der solution dal echt bol hala asen kuchu dawak der solution so kuchu dawak kamegadon suncho khasik لا that's all so that я habert делать аdik der свой цадивер дуса вай куча ночи моцебица. Давайте говорить по-русски. Называется наш сегодняшний стрим «Контрнаступление Украины». Мы, конечно же, должны обсуждать наши чеченские проблемы, но у меня много друзей украинцев, которые подписчики, которые заходят, смотрят, и мы сегодня не сказали, что мы ведем на чеченском. Поэтому я прошу сегодня говорить на русском языке. К нам зашел новый пользователь под именем Zoom, пользователь Zoom. Тебе слово, пользователь Zoom. А потом тебе, Ибраим. Да, пользователь, включите ваш микрофон. Есть пользователь. Так, пользователь Zoom не отвечает. Хорошо, Ибраим, весь страна. Аслан, я микрофон забыл включить. Мнения как бы разные, да, у людей. У тебя сейчас открытый идет стрим, кто хочет, тот может зайти. И тут были разные мнения, как бы высказывались по поводу Украины. Да. Я вот чуть-чуть хотел подчеркнуть, чтобы как бы путаницы не было. Вот я знаю, что ты, Хусейн, вот Аслан тоже, что мы абсолютно всецело поддерживаем, полностью выражаем поддержку украинскому народу, абсолютно, который сегодня в бедственном положении, который абсолютно на стороне правды. И будем вместе вот до конца, я так уверен. И то, что сейчас как-то укор что-то ставить украинцам или там спекулировать на чем-то, я не знаю, я вообще против вот этого. Сегодня всеми силами все должны, во-первых, в первую очередь сначала помочь как бы народу Украины любыми там способами, любыми методами, кто как может. Чуть-чуть высказаться. Я совершенно верно, полностью с тобой солидарен, Ибраим. Украина сегодня ведет войну и за Европу, и за нас в том числе, потому что мы часть Европы, в моем понимании. И в этом направлении нам следует стремиться. Конечно же, поддерживаем. Борьба Украины, это, повторяюсь, борьба добра и зла. Вот да. Сегодня мы тоже разговаривали там на вот этой акции. Сегодня Украина, вот сегодня вот этот вот атрибут, да, украинского флага, он олицетворяет сторону добра, без каких-либо сомнений. Сегодня вот этот мир, который на две части как бы поделился, на стороне зла находится фашистская Россия, на стороне добра Украина и все, кто с ней. Да, совершенно верно. Так, мама, дуань чувош. И почему-то у ночи пользователь Zoom хелхарук. Ночи авистхули. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам, ашуа. Бахешу вежли. Хешу. Så Aslan, jag har streamat YouTube чуа дикцахеш, цум чуа хезодацати, а цум чуа регистрация, я шорон цум бях мобилерсом, so бисцагля, айм шорсом so. Шугладуадо, цак алумадат цум масарна дерес хода, я тут бой слава Украине, слава Ичкерии. Ассаламу алейкум. Ва алейкум салам, дерес ход. Да, масарна ход.
محمد ما شوي السلام عليكم. ميكروفون ويستخدم شو لا ميكروفون لطيفة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Der ist там Хирюхи надо швейцарские митинги чукать, как раз смотрю, что подмел дешевле, раздики не снял. Тема название контрнаступление Украины. Ну, идет, мы почти все обсудили. Главное по-русски. Скажи, что на русском языке. Я понял. На русском, да, я понял. Тогда начнем с того, что, во-первых, слава Украине. Героям слава. Так, Ичкерия понад все. Да, ладно, такое, да, млахи. Будем слушать. Мега дадере схуд. Милгулевист Хусейн Хавули Аслан Мансур Хаваркюк идешь. Хусейн, давай вам слово. Мне? Да, Хусейну Исланову. Ну да, мы сегодня говорим о Украине, мы наблюдаем с первого дня за ситуацией в Украине. Я вот просто хочу один момент тут подчеркнуть или рассказать об одном моменте, как у меня был стрим с американцами, украинцы, они еврейской национальности, но проживают в Америке. И бывшим директором телевидения, украинского телевидения. Это было буквально, по-моему, за 2 дня до начала войны, до начала обстрела. Но мы обсуждали вот это военное положение, обсуждали ситуацию, которая накалилась до предела. И в конце уже разговора наш модератор говорит, спрашивает, каждому задает вопрос, будет ли война, как вы думаете, будет ли война? То есть все там, сам модератор был как бы на стороне того, что война будет, как бы не отрицал это. Остальные говорили, что Путин не посмеет, там НАТО, Европа и так далее, то есть никак Россия не посмеет. Ну, до меня дошла очередь, я, естественно, сказал, что война будет, да, потому что я об этом давно уже говорил. Да, ты давно говорил об этом. Да, что война непременно будет, это чувствуется давно. И говорю, вместо того, чтобы говорить о том, будет война или нет, да, надо украинцам, украинскому народу объяснять, что надо делать, если она все же будет, эта война. Чтобы народ не застали врасплох, что надо запасаться едой, запасаться водой, потому что первым делом русские, как правило, как из нашего чеченского опыта, мы знаем, что первый уничтожается инфраструктура, водопроводы, газопроводы, всякие коммуникации, электричество и так далее. То есть не будет света, не будет газа, ни на чем будет готовить, да, не будет воды, еды, магазины закроют, аптек не будет, ничего не будет. Вот это я ему рассказываю. И говорю, вы говорите, чтобы украинцы закупали буржуйки какие-нибудь, находили большие буржуйки, запасались дровами там, да, на несколько там, на неделю углем, чтобы не быть, привыкнуть к этой войне, чтобы каким-то образом потом можно было выжить хотя бы первые вот эти тяжелые моменты. На что этот человек, о котором я это говорю, который сидит в Украине, в Киеве, на 13-м этаже жилого дома, он говорит, я, наверное, схожу сегодня в магазин, что-нибудь куплю. Но я вижу, что он как бы с сарказмом это говорит. Я говорю, на каком этаже ты живешь? Он говорит, на 13-м. Ну вот представь, говорю я ему, отключат свет, у тебя сразу не будет воды на 13-й этаж, насос не может толкать воду без электроэнергии. Отключится лифт, в общем, ничего не будет работать, магазины не будут работать, ничего не будет работать, транспорт и так далее. Ну, что ты будешь, как ты будешь элементарно воду даже пить, говорю, это же смешно. Ну, так вот, поговорили, потом через 2 дня мы вышли опять, сделали стрим, и этот же человек, этот же бывший директор телевидения, я говорю, где ты сейчас находишься, чем занимаешься? Он говорит, я сейчас уже ночую в метро. То есть
Вот человек, которому утром начали бомбы на голову падать, вчера вечером не верил, что начнется война. Вот это огромная ошибка, да, веры в русское слово, веры, как бы, знаете, в человечность русского народа, правительства загубила не только Украину, да, загубила Грузию, которая рядом с нами во время войны, когда у нас были две русско-чеченские войны, пытались лавировать между как бы пулями, да, между снарядами, которые да, стреляли, да. Ну так, как заяц бегает от этого, когда стреляешь в него зигзагами. Эти зигзаги все равно рано или поздно эта пуля попадает в этого бегущего зайца, да. Никак ты не убережешься от этого. Потому что у стрелка очень много патронов, а сил у убегающего очень мало, и несравненно мало. Вот в данном случае, видите, что произошло с Грузией. Сегодня Грузия тоже в очень плохом положении. Русским удалось внедрить туда прорусское правительство, как мы видим. Да, даже сегодня, когда идет война в Украине, Грузия, которой в свое время президент Украины, президент Польши, когда у него была в 2008 году война, поехали на их границы, были в Грузии, выступали там на центральной площади. Сегодня грузинское правительство почему-то робко, как бы, или молчит вовсе, или так робко подает голос против войны в Украине. Здесь отмалчивание ничем не поможет абсолютно. Если этот монстр съест Украину, да, то ему нечего будет, никакой проблемы не будет съесть эту Грузию, Казахстан, который тоже так нет-нет помалкивает, Узбекистан, Таджикистан. Все вот эти бывшие 14 союзных республик, которые входили в состав Советского Союза, балтийские страны, балтийские они-то жестко стоят на позиции проукраинской, помогают и словом, и делом, молодцы. Вот такими надо быть, так надо учиться у этих государств и нам, чеченцам, потому что это опыт, который мы приобретаем сегодня, и в политике опыт, и опыт, наш опыт мы можем передать, русско-чеченских войн опыт выживания вот этих людей, которые оказались в полном окружении, особенно в первую русско-чеченскую войну, когда чеченцы не знали, что есть какая-то Европа где-то, да, что можно выехать и получить убежище в каких-то странах. Эту первую войну вообще не было. Никто не думал об этом. Мы не знали, в какой стороне эта Европа находится. Но во вторую уже войну, уже начиная там с 2000-х годов, чуть попозже, робкие единицы выехали, проверили границу, им удалось пройти, и потом уже сообщили людям, что есть возможность детям, женщинам и так далее выезжать и искать убежище в Европе. И потянулась вот такая вереница людей за счет того, что Европа приняла чеченцев, 250 тысяч, около 300 тысяч, я думаю, сейчас в общей сложности по всей Европе чеченцы имели возможность получить убежище, быть накормленными, напоенными в самые тяжелые моменты нашей жизни. Наши дети, спасенные из войны, потому что мы знаем, что 40 тысяч, 45 тысяч, около 45 тысяч детей, чеченских детей убито за эти две войны. И тех, которые мы смогли спасти и вывести в Европу, это как бы наш настоящий генофонд, тем более, если мы сумеем здесь обучить их наукам, они в любом случае уже там владеют всеми языками мира, да, чеченский народ и наши дети, тем более, то еще плюс к тому, если мы получим отличное образование, то нам в дальнейшем, да, ничего не будет угрожать, потому что образованных людей невозможно обмануть, образованных людей невозможно за петлю на шее куда-то повести обманным путем. Туда можно вести только людей, которые не хотят учиться, которые оболванены там всякими этими мулами и прочими делами, да. Вот этих людей можно продавать, покупать, посылать на убой, посылать куда-то, отрезать кому-то голову.
и так далее, потому что за этими людьми стоит агентура, спецслужбы. Это все я говорю не только для чеченцев, да, это наш опыт. И в скором времени, если будет какая-то ситуация ухудшаться, точно то, о чем я говорю, возникнет и в украинском обществе тоже. Потому что церковь, тоже церковь, да, которая там находится, найдутся раскольники, найдутся люди, которые будут зомбировать население Украины, верующее население Украины, будет делить внутри страны, да, ну как это московская церковь, и так у него была, сейчас немножко по-другому стало. Но они умеют это делать через религию, делить людей, оболванивать людей и, в принципе... Хусейн, мне кажется, они будут именно вот на национализме и вот на нацизме вот так их делить. И как это, ну, религия в Украине не так работает, как у нас. У них больше вот патриотизм, национализм. Я не думаю, Асан, там, откуда там национализм возьмется, если они все украинцы? Тем более украинцы никакие не националисты. Но мы тоже не были никакими радикалами, Хусейн. И долго, если говорить... Это на религии. Вот я поэтому же говорю, самое опасное, да, самое легко развести на религии, на это у чеченцев. Не только чеченцев, это во всем мире. Их будут на национализме разводить. Они же уже объявили уже, что там они нацистами воюют. Я понимаю, что это ярлык. Это ярлыки, говоришь, которые им повесили, национальные. На нас повесили ярлык террористов, да, радикалов, на нас ярлык повесили. Исламистов. Но мы же знаем, что и внутри нашего общества это работает. Именно между чеченцами тоже, если там мы между собой не можем, да, на этой почве рассорились уже, да, многие со многими. Я об этом говорю, что внутри не снаружи то, что на тебя вешают ярлык. Это-то понятно, там бандеровцы, националисты, там еще что-то придумывают, там эти кацапы, там, ну, не знаю, ряд там разных вещей, которые они русские всегда вешали ярлык, что на афганцев. Это фашисты. Кацапы это фашисты. Русские это. Ну, да. Ну, я имею в виду там москали. Биологически, голуби ты, наверное, имел в виду. Да. И вот просто в этом плане надо украинцам, конечно, тоже быть осторожными, с высказываниями осторожно, потому что все это будет фиксироваться, все это будет использоваться массовыми средствами массовой информации против самих украинцев. То есть здесь надо больше говорить о свободе и независимости вот этой России как агрессоре, о том, что погибают люди, там вообще, что Россия не имеет никакого права, нигде вообще прав, что ее надо выгонять из всех международных организаций, чтобы она нигде не участвовала никаким боком, да. И вообще надо внушать уже мысль, что мы должны, украинцы, чеченцы, все народы должны вообще-то помочь русским, да, бедным русским нам надо помочь создать свою национальную республику, наконец-таки, русскую национальную республику, ну, в границах, где они там обитали раньше, да, до какого-то века. В пределах Садового кольца. Да, вот как ни один на одной конференции здесь был такой политолог из России, Малышев, по-моему, Малышев, кажется, да? Политолог, Малышев, да, с которым ты тогда общался. Да, вот этот Малышев, он специалист по исламу, специалист по Кавказу. Когда мы были на конференции, они сюда с Ганушкиной приезжали, со Светланой Ганушкиной, но Ганушкина так нормально там вроде бы себя повела, а этот вроде говорит, в перерыве я подошел к нему, а он стоит с профессором нашим австрийским, разговаривает. Это мой знакомый профессор, тоже говорит по-русски тоже. И я специально для того, чтобы вот пощупать вот этого Малышева, задаю ему перед профессором вопрос. Говорю, как вы лично, скажите, как вы лично относитесь к независимости Чеченской Республики Ичкерия? Вы лично готовы дать независимость? Вот сказать, да, Чеченская Республика имеет право на независимость.
Он говорит, да, я готов, конечно, готов. Чеченцам надо отпустить, дать им независимость, окружить колючей проволокой, вырыть ров, говорит, и вот там крокодила там напустить, и вот чтобы они там сидели, и потом будете независимы. Вот мы должны точно такую им создать республику, да, русскую народную республику, там, тройным кольцом ее, наверное, колючей проволокой окружить, чтобы в дальнейшем им неповадно было никуда лезть. Люди, и пусть сидят себе, пусть такие же имеют права, как другие народы, разоружить их полностью, убрать все это атомное оружие, абсолютно все разоружить, чтобы они никогда больше оружия не имели права иметь, да, как, например, такие же права были у Японии после Второй мировой войны, им запретили иметь армию, точно так же и в Германии было какое-то время запретили иметь армию, и вот России надо запретить иметь армию, потому что от нее ни русскому народу, ни другим народам, которые они насильно удерживают, ни всему миру никакой пользы нету. Эта армия у них служит для нападения, но никак не для обороны. Хотя любая армия создается, чтобы оборонять свою страну. Да, совершенно верно. Хусейн, ты Малашенко, по-моему, имел в виду. Малашенко, я забыл его фамилию. Да. Борч Я без просто хотел подчеркнуть, что это как бы человек, который позиционирует себя экспертом по Кавказу, ездит в европейских странах и нас пытается пропагандировать. И что интересно, вот там, где он в Австрии, когда здесь был, там пропагандировал, сел как какой-то суфизм, суннизм. Вот то же самое, что Путин, их идеология, да, в чеченской среде, вот они отцы вот этой идеологии сидят и раскладывают там Кадыров какой-то, суфист, потом вот эти муфисты какие-то и так далее. Вот тоже там с Ганушкиным он был на пару. Ну вот такое вот дело. То есть наш вопрос, пока мы не будем брать в руки, да, и сами вот, экспертами не будем, своими же становиться, будем сидеть где-то в тени, прятаться, я не знаю, как-то чеченцам активнее нам надо свой вопрос в свои руки брать. Чтобы эти подлецы не, там, от нас, от нашего имени не говорили всякие вот эти гадости. Нас не представляли вот такими. Мегарду Баркал. Мансур, тебе слово. Мансур, микрофон включи только. Ассаламу алейкум. Алейкум. Озай марша вовело. Гундячу бехнеше. Я вот хотел что-то добавить насчет первого своего, там, можно сказать, выступления резкого. По-моему, неправильно там было понято то, что я хотел по Украине сказать. Я рассматривал Украину как государство, если рассмотреть Украина как государство к нашему государству, Чеченской Республике Ичкерия, никаких своих политических или других воззрений не изменила. Украина, она на своих прежних позициях. Да, мы народу Украины сочувствуем, народу Украины желаем успеха в борьбе с нашим общим врагом. Мы с всем этим солидарны. Но Украина, как мы знаем, сегодня это как месяц, да, как начинает она сопротивляться агрессию. Еще Украина не успела, как мы знаем из своего практики, Украина не успела так, как это сказать, выстроить свою стратегическую позицию насчет России, потому что Украина до сих пор не предпринимает такие решения, что как если она оккупирует его области, объявляет их государствами, и Украина в ответ не решается ни на какие шаги и держит только тупую оборону, это не значит, что это как государство, двух государств наших интересов. Это не как государство. Украина нас не поддерживает ни в чем, никакого такого. Есть такие пристыкания, то, что там пехотинцы Путина, чеченоговорящие, там навещают иногда там вторые кордоны Украины, там как-то привязать, завязать. Но это никак не относится к государству Чеченской Республики Ичкерия. И это не выражает позицию
государству Украины. Украинский народ, безусловно, храбро отражает агрессию, это безусловно. Мы им желаем успеха, жалеем, что там гибнут люди. Изо всех сил, что в нашей помощи, помочь народу, мы, как наши представители нашего народа, которые помогают, и те, кто есть возможность, помогают. Но как государство мы должны это, как бы это ни звучало, картина должна быть ясна. Потому что Украина по сегодняшний день не решает. Микрофон Айна, Мансур. Микрофон ты Айна. Звук халати Ай, Мансур. Мансур, тебя не слышно. Ну, Аслан, хотел бы я добавить то, что поправить, комментировать то, что он говорит. Там начали, как начали заинтересовываться ими, и как начали из-за этого, и как сам выражался Путин, если драка неизбежна, надо быть первым. И он решился на этот шаг. Но Украина от этого по сегодняшний день, 32-й или 31-й день войны, никак не осознает, с кем он воюет и какой враг перед ним стоит. Да, Украина по сегодняшний день не прислушивается ни к советам тех, которые на себя испытывали войну, не идет, так сказать, не считается с мнением. Они просто упреками, третий, четвертый, кто там есть, упрек кого-то, там стараются, но решать свой вопрос по сегодняшнему Украине, кроме просьбы о помощи, никакого от Украины, от самого, как это горько не звучало, от Украины никакой инициативы нету. Украина не выражает эту инициативу. Украина не дает адекватный ответ России, кроме этой сопротивления вооруженных ни в политическом плане, ни в экономическом плане, ни в стратегическом плане. Ничего от Украины мы в ответ не наблюдаем. Потому что она хотя есть нормативы выше указанные, что есть там, скажем, Чеченская республика Ичкерия, скажем, Татарстан или другое. Хотя они заявку не задавали, надо было бы встречную. Я сейчас не советчик, что должны делать украинское руководство, потому что там мало что значит наше мнение, но все равно это приведет к этому, потому что логику, которую выстраивал наш покойный президент Джугар Дуда, именно строился на этом. Потому что в истории Россия никогда в жизни не воевала в своей истории единолично. Она сама никому не навязывала войну и никогда сама без консолидации с другими, без союза с другими никогда в своей истории не воевала. Россия, она всегда на втором плане, как уборщики. Там кто-то замутил войну, а это Россия там уже подбиралась, на этой войне. Это во всех войнах истории, которые вот с Петра, как она, Россия называлась, так она и идет. Украина сейчас, да, мы сочувствуем на стороне народа, мы знаем общий враг наш, общий, который, можно сказать, прошелся по нашей республике там огнем и мечом. Знаем, что какой он коварный, знаем, что примерно, приблизительно, что ждет Украину, но без консолидации тех же, которые украинцы, когда с нами были, которые тогда, если не были бы молча согласны украинцы, эти же татары, эти же Казахстан, эти же Туркменистан или другие, которые, есть влияние в постсоветском пространстве, вот Россия имела, если они приняли бы другое решение, несмотря на количество народа, если они заняли бы правильную позицию, которую должны были занимать в гуманитарном плане, то это Украину можно было бы предотвратить и Украину, и последующие. Но беда в том, что реальности другие. Сейчас ни Украина не осознает, что с ней происходит, ни последующие, которые сейчас в стороне умалкивают, что моя хата с краю, не думают, что завтра, если это так решится, с ней будет так. Они никакого за ум они не берутся. Для конфронтации, чтобы Россия, она долго могла играть с конфронтацией, Россия на это все идет, всегда шла, ей невыгодно
там где-то кипиш не иметь, потому что она, как мы знаем, ни экономически, ни культурно, ни в чем не развита, и ему миру предложить нечего, и не было никогда в жизни, как мы знаем из ее истории, после монголов, ими всегда немцы правили, и как мы знаем, и по сегодняшний день там русскими правят не русские. И вот этот гибрид создал такую, как сказал наш Жугар, русизм. Это люди, которые не знают ни своего рода, ни племени, ни народа, ни культуры, ничего, там все гибридно объединенное. И эта лужа стремится туда, где есть слабое место, где есть слабое звено, туда она и мчится. Сегодня мы с тобой, Украина, держись громкими лозунгами, можем мы это делать, но Украина пока не осознает, что с ней происходит, что с ней будет и в дальнейшем плане, даже если сегодня заключат мир, остановят войну, и сколько она будет иметь коварный, пока русские не уйдут оттуда, это русисты не уйдут из этой земли, сколько коварства там еще намечаются, пока они этого не осознают, никакой им другой поддержки, а сами, ну как говорится, дело рук утопающего, самих рук. Ну вот так, как говорится, вот, Украина прежде всего должна сама себе помочь. Как в каком плане? Просить только помощи это недостаточно. Мы знаем, что мир, весь цивилизованный мир, западный, будь восточный, разницы нету. Это что, когда они затрагиваются ее личные интересы, они никуда физическим воздействием не действуют. Такого не было никогда. В истории человечества такого не было. Нашего государства. Потому что Украина не осознает, что чужой беды не бывает. По сегодняшний день не осознает это. Сегодня нету ни одного выступления того, что вот, да, это мы не первые, вот была такая трагедия, вот такая трагедия, вот эта трагедия. Она никаком мировом уровне это не озвучивает, потому что она справляется там, какой-то НАТО или 3-й, 4-й придет, да, придут. Они когда придут? Они придут, когда Россия, если действительно своего этого возможности ослабится. НАТО придет, да. Придут. Верховная Рада воет везде на вас выступать. Да, Мансур, хуза дацинти, дицар хаинти, аютчил политики в отношении Украины и Чеченской Республики, Ичкерии. И нам просто, ты говоришь, да, то о том, что мы эти годы, целые десятилетия ничего не делали сами. Мы виноваты в этом сами, да, потому что мы... Не, мы сейчас, наша вопрос, то, что мы имеем, мы это имеем. Мы сейчас говорим, сейчас тема о нас, мы говорим до этой Украины десятки лет. Мы сейчас тема сегодня затронута об Украине. Но об этом я и речь веду. Плохо, что сейчас в этом стриме идет наше сравнение. Опять мы возвращаемся к своей теме. Опять мы говорим о религиозности. Опять мы возвращаемся к тому, что у нас... Ты сам говоришь, что нас не замечают, нас не видят. Не, я говорю, что это... Нет, я имею в виду, как исторический факт, что она не замечает. Монолог одного человека ЮАР, даже есть очереди, Камил. Мансур, интервала царизм хилмот вези ардюсик дон та хаюца вож хаюца дон вей нохши политик хаюца цадик низ дуа цадик бо Я повторяю еще раз. Гад, ты абсолютно прав, скажем, что Украина не определилась в отношении того, что, например, не признает, скажем, когда их территорию признают, скажем, Россия, и Путин признал целыми государствами. Это один из примеров просто. Это понятно, да, это понятно. А то, что Украина не признает Чеченскую Республику Ичкерия, только даже Гордон здесь, произнося о том, что надо признавать Татарстан,
Башкортостан, он про Чечню, которая имеет полное право по международным законам, имеет право, не только имеет право, она уже имеет свой статус, и то, что эта Россия нарушила, все мыслимые и немыслимые законы нарушила, это понятно. Просто сейчас идет не об этом, сейчас не лекция идет. И мы просто нам определенно какой-то там реплику ставить или какой-то кусочек там какой-то свою речь коротко, лаконично высказать. Но мы же все здесь... Володя, я слишком долго говорил, что ли? Я так и не понял. Минут 15 он говорил. Да ладно, здесь было больше. Тут полчаса люди разговаривали. Мега ждут, лаконично, коротко, там как-то высказаться. Лаконично, дотство, там, сейчас идет речь об Украине и... Можно я на секунду тебя, Магомед? Давай. Буквально на секунду, извини. Вот этот человек, который сейчас говорил, ему надо тоже дать договорить, потому что это мнение вот одного человека, которого зовут Мансур. И также остальные мнения здесь идут у других. Поэтому лучше давайте дадим высказываться каждому, а потом свое мнение будем высказывать. Давай, оно не совпадает. Вот что этот человек говорит, он может не совпадать его мнение 50%, 90% или 100% там, с другим чем-то. Поэтому от себя как бы, вот здесь у нас стрим такой общий, стрим, где каждый человек высказывает свое мнение. Извиняюсь, что перебил. Не, я тут выражал, я говорил именно об двух отношениях, двух государств. Я другую тему не хотел здесь затронуть и старался избегать это. Я имею в виду действительно стратегически сегодняшнее видение. Я не говорю мнение блогеров, я не говорю мнение там, которые мы сейчас в роликах, которые высказывают. Я не говорил ни о том, ни о пятом. Я говорю именно стратегии этого государства, которое устраивается именно по отношению к нашему народу. Я это высказываю. Какая нам польза от того, вот, например, мы сейчас все болеем здесь хором за Украину, за украинский народ. Да, это понятно. Но стратегия этого, да, потому что у нас общий враг. Враг у нас общий. Мы коварство этого врага знаем. Но этот, которого мы поддерживаем, который мы все сильно болеем за них, и я в том числе за народ Украины, она-то понимает, осознает, что этот необходимость, барьер, который прошла наша республика, это ему, этой стране предстоит перейти, перешагнуть. Готова ли она к этому? Вот единственное, что я почему озвучил это, потому что это немаловажно. Тем более, если сегодня это действительности, или не от меня не услышат, или от другого не услышат, если это такое мнение, от другого не услышат, это так и будет стоять на одном месте, так и не будет о неозвученном мнении. Хотя это мало какое-то значение будет иметь, но и тем не менее я свою лепту внесу, я говорю, действительно, да, нам как государство, украинское государство, я подчеркиваю, именно руководство государства украинское, никакого осознания стратегического плюс для отражения этого именно стратегии России никаких шагов не принимает, кроме глухой обороны, кроме отражения этой агрессии. А в государственной стратегии, да, и предпринять какие-то шаги, чтобы ослабить этого врага, который напал на него, который до него ковшествовал во всем мире, остальных, во всех уголках мира, Украина, когда очередь до нее дошла, она до сих пор не предпринимает. Вот что я хотел сказать, коротко, если сказать. Это мое личное, сугубо личное мнение. Баркал Мансур. Я, в принципе, Мансур, согласен с тобой в части то, что ты говоришь, абсолютно с тобой в этом согласен. Украина на самом деле не делает ничего для нашего государства, хотя я лично писал и в Раду писал, вот мы тогда писали совместно, ну, и там составляли и передавали и через блогеров, передавали и через депутатов, и разные были просьбы, и Украина на самом деле
игнорировала это все, там уходила где-то в парламенте, они говорят, где-то у них там на какой-то комиссии, комитете у них где-то это было. И ноль эмоций. Но это, в этом я согласен. И вы на самом деле, вы национальный интерес превыше всего. Ичкерия понад все улицали. Ичкерия самое главное. Вы комбал хлебиз, вы ху адала мел вайн дух биза мел чё вы вежри иш была, например, бос, да, но иш кич махка ашбу вы мах. И главное судяс бодыгдич с элундец. Просто очень диалоги шлерем буш, вы очень амелдиче, я думаю, нормально диалог хуюкуна. Цакум алертерсо ох тем штир, да, уэлла, я сейчас тогда перейду на русский. Я хотел сказать по поводу чеченского языка. У нас сейчас уже 3 часа истекло, я планировал 3 часа сегодня, но ничего страшного, лес рук поднят, продолжим. И, Хосе, и твое мнение мне тоже будет интересно по тому вопросу, что сейчас Мансур говорил. Ну и что важно, ну, Сейгар, закину сюда тему. Чеченский язык, нохчемот, это самое главное, что есть у нас. Да? Это нас формирует, это нас связывает. Например, у меня есть знакомый, у меня есть друг, который 120 лет назад, его предки эмигрировали в Иорданию. И он абсолютно, я его понимаю, говорит на чеченском языке, хорошо говорит, понятно говорит. У него та же культура, что и у нас. Ну, все абсолютно нохчеукис. 120 лет назад они уехали, но они ничего не потеряли. Потеряли те, кто перебрался тогда в Сирию, они потеряли, и кто в Турцию. Потому что он рассказывает мне эту вещь, в чем секрет. Потому что американцы, с которыми дружит Иордания, их король тогдашний, их тоже зажимали, их тоже им не давали, их арабизировать пытались там и так далее. И американцы сказали, это малая группа людей, чеченцев, которые хотят сохранить свою культуру, и вы обязаны в соответствии с нормами права, гуманизмом, обязаны предоставить им в парламенте место. И с тех пор в парламенте Иордании заседают чеченцы, которые заботятся о культуре, о языке. У тебя свой человек в парламенте, чтобы ты мог интересы вот этой этнической группы определенной донести до этого. И вот что нужно нам. Нам нужно, во-первых, сделать то же самое во всех странах, в которых мы живем. Во-вторых, нам нужно акцент делать на чеченский язык. Мы должны максимально, да, мы освободимся, мы получим независимость, но те связи, которые мы завязали здесь, они останутся навсегда. И некоторые чеченцы останутся здесь навсегда. Некоторые даже ездить туда не будут. Это будет, конечно, маленький процент людей, но даже вообще просто, даже в том числе ассимилируются. Но я говорю не о тех, кто ассимилируется, а тех, кто интегрируется в европейское общество, каждый в своей стране. И для этого нам нужно сделать акцент на чеченский язык. Вот и вопрос дальше, ну, тем вообще киногюцундер можете сейчас ответить там Мансур Сальчуна, да, Саалали. И мне важно вот Садик бин Болбус, я потом все вам расскажу, вашего Ешена. И не публично, то есть. И я, короче, обсудим это все. Ну, мне нужны вот в этом направлении работать. Все, я, короче, отключаюсь. Вам слово дал. Кто следует? Ибраим, тебе слово. Да, Хусейн, тогда тебе слово. Микрофон. Ибраим, есть слова очередь, да, вы будете соблюдать очередь. Слушай, все коротко, вы маташ, ну, если коротко только на нашем. Эра, я чуть-чуть вот хочу разъяснить кое-что на нашем языке.
هم در قیت دیز و توجه دک اوکراین حاله تیجات او بیت سنی سیتواتیو توام بولش لبوی ریم یشو مکشبوش پیدوتاخ تر من لیلوگ هک دنیس یوک مهتل یوک تر لیلوش حالا هو دیتا لیل دا دنیا تشوف محتاجي أو دنيا نبود تصدق شيء كان غدير دوتي خشين كان مالي شو politiически شاق любой هم دلها والدنيا نغويستن خريطة إتها пункт شلون пункт وين هو في قولة وين تيم пропихивать يرى إذا бесполезно هم دوس тем более وهر طبيعت اللي بيت اللي شكادوه هنسا إذا توه الدنيا نقوشتو إس مثلا مالشو دو إنك دو توقتا شوك شخلات أنا دوت نيوتشا دوس التلفزيون يتوغن أتشوف почем, короче, хочешь шалать, هو كارشوكشا не продаем бог, шух на эру, шала юхшало, ты гримюля, юга чуол, шала почем, шуха, юга чукча не продаем. Юга почем телевизор, алкоголь, что я говорю. Уха, юга чукча не продаем. Как вы узнали, что чукча? Потому что телевизор, это холодильник. То есть вы признать, дари, вы бех букас, вы бабиеш балбал букас, вы цабин балбалгы, вы банс балбалгы, вы байтеляш хахлари, короче, так. نشتيهم دوكا هنت طبعا هو بلجاني ها وتوكراين شن نيت خوش بارنا مصر عودة بيزا خوش نداج حلوتي امكان دو إز طبعا ويدين دولغان كان نم وتونا خمتي وات خيروقي خدوا بريزنت دا ويتسايوك محتاجية لوين غدا شادو هم ليال دا ووشا دا إيش تساوي كاكبا из РДК сойдет. Вот водитель, что тут плохо. Извиняюсь, что. На чеченском языке. Мамад, пожалуйста. Тебе слово. Хозяин Вистрала, Ладода. Вистрала, Алла, из Ладода, какой-то лимон. Воючил тема, вот эта украинская тема, да, я вот к это хотел бы вернуться. К теме, которую Мансур здесь говорил, вот эти вещи, да, почему Украина, ну, все мы понимаем, что Украина сегодня не в таком состоянии, чтобы заботиться о нас или там какие-то реверансы в нашу сторону делать, когда весь мир, да, настороженно смотрит через эту пропаганду, через средства массовой информации, с опаской смотрит, например, на Рамзана Кадырова. Вот смотрите, здесь вот это австрийская газета пишет про Рамзана Кадырова. Вчера австрийская газета пишет, что Мариуполь занят чеченцами. То есть вот идет пропаганда, да, что чеченцы это якобы имеют собственную армию и наряду с русскими воюют против украинцев. Вот такой пропихивается, вот такой как бы ну, такая идея, да, пропихивается, что чеченцы имеют собственную армию. Поэтому, конечно, мировое сообщество, все страны, которые следят за этой ситуацией, помогают Украине, будут точно так же с опаской относиться ко всем чеченцам, не только к Кадыровым, да. Они сегодня, вот эти пропагандисты, делают, умышленно делается, распиарили Кадырова до международного такого мирового масштаба. Но представь, сегодня любая газета мира, да, любая там чих какой-то, Кадыров сказал Дон, и все это повторяет весь мир. То есть это умышленно распиаренная фигура для того, чтобы за ней, да, спрятать военные преступления, во-первых, Путина, русской армии, да, 2000-й армии, которая напала на Украину. Вот, и это какие-то 500, может быть, человек, 1000, я не знаю, сколько их, но я не думаю, что их больше 500 человек, этих так называемых кадыровцев, фактически солдат или чего, кто там, служащих Росгвардии российской, которые подчиняются не Кадырову, а подчиняются генералу Золотову, но почему-то хотят представить вот этих людей, якобы они это армия Кадырова, да, хотя они реально служат под Министерство внутренних дел, подчиняются Российской Федерации,
и так далее, Кабинету министров Российской Федерации, и Путину, лично Путину, президенту Российской Федерации. Главнокомандующему. Да, поэтому здесь вот мы должны, да, мы все, кто может что-то написать, кто-то что-то говорить, должны на всех ресурсах, где это возможно, объяснять людям, объяснять политикам, что Чечня не имеет армии, сегодняшняя Чеченская республика не имеет никакой армии. У нас была чеченская армия, вот как они здесь пишут, да, чеченская армия была при Джохаре Дудаеве, чеченская армия, да, была при Масхадове. Вот это была настоящая чеченская армия, которая принадлежала чеченскому народу и чеченскому государству. Все, что сегодня связано с вооруженными силами или с оружием, или с участием каких-либо чеченцев, это военнослужащие русской армии, да, как бы обрусевшие, прорусские, не знаю, как их лучше назвать. Вот эти люди наравне с татарами, чувашами, осетинами, ингушами, дагестанцами, со всеми буквально, всеми народами, народностями вот нынешней империи, да, они участвуют в войне, но почему-то выделяют из них чеченцев и делают вот такую картинку, да, якобы вот чеченцы самые опасные. Вот здесь в данном случае это делается для того, чтобы нас Украина не признала, чтобы нас вообще никто в мире не признал, да, потому что мы вот картинка, видите, это звери, это вот такие жестокие люди. Хотя в Украине они идут, даже в Украине они не наступают впереди армии, регулярной армии. Они сзади там плетутся уже захваченные армией территории, они туда заходят, фотографируются, как эта программа называется? ТикТок, что ли? ТикТок закидывает вот эти видеосюжетики, фактически нигде никаких боевых действий он не участвует, потому что у них на балансе нету ни танков, ни артиллерии, ни самолетов, ничего нету. Один автомат Калашникова и все. И с этим оружием они ходят, якобы там устанавливают какие-то порядки, да. То есть, ну, их пиарят на весь мир. Поэтому здесь я, ну, как бы мы должны, мы люди, немножко пытающиеся разобраться в этой политике, большой политике. Может быть, мы неопытные такие, не очень опытные, но мы должны пытаться действовать на политиков, на украинских политиков первым делом, да, выходить с ними на какие-то контакты, потихонечку писать там аккуратно, не возмущаясь, не требуя у них ничего, у них сегодня ничего нельзя требовать, потому что это люди сегодня, ну, как бы воюют, страдают там и так далее, им не до них, им выжить бы, победить бы. Потом мы должны обращаться к европейским политикам. Вот я сегодня в газете уже 2-3 дня подряд пишут о чеченцах. Вот хочу на немецком языке написать этим людям ответ, да, разослать по редакциям, объяснительную такую записку сделать на немецком языке, чтобы вот эти редакции, да, не вешали дополнительный ярлык на чеченцев. Если же они говорят, что чеченцы, чеченская армия оккупировала Мариуполь, то они должны признать чеченскую государственность, да, и тогда мы будем нести ответственность за то, что вот эти чеченцы из русской армии там делают. В данном случае, когда орудует русская армия, мы не можем за них отвечать. Если даже в их рядах находятся чеченцы, это уже проблема русской армии, проблема русского народа, и ответственность за эти все военные преступления несет русский народ. И все, ни чеченский народ, никакой, мы находимся под оккупацией. И получается, австрийские власти действуют на пару с российскими оккупационными войсками на территории Украины. Так получается? Но здесь ничего удивительного нету. Сюда прилетал сам Путин к одной министру иностранного дел Австрии, фрау Кнейсел, танцевал на ее свадьбе, и ничего удивительного нету. Здесь целая партия, ФПО называется, партия. Там был недавно Штрахи, такой деятель, да, и Гуденус, такой деятель, сейчас их сняли, но партия это сохраняется. И был еще, есть такой политик из ФПО Хофер, который баллотировался на пост президента Австрии, и после того, как он проиграл, на второй день поехал в Москву, да, на второй день, представь, президент, кандидат в президенты, полетели в Москву с этой группой и подписали соглашение с Единой Россией о сотрудничестве. О чем говорить тут? Конечно, это и в Германии то же самое. Это последствия шрёдеризации. Шрёдер
нагадил, да, вот это, вот это то, что Шрёдер нагадил, подхватили, другие гадят. Я вам скажу, то 4, да, высокопоставленных человека, 3 бывших канцлера Австрии работали на «Газпром». И вот это министр иностранных дел получила кресло в «Газпроме». Поэтому здесь удивительного ничего нету. Но есть люди другие, которые понимают эту ситуацию, критикуют этих людей. И вот к ним мы должны апеллировать. Мы не должны просто сидеть, принять обиженную позу, да, обиженную. Просто надо разъяснять этим людям. Помимо этого, если вы помните, здесь вот эти теракты были, да, по Европе, когда на грузовых машинах первый раз въехали на Weihnachtsmarkt, базар, новогодний базар в Берлине, потом в Ницце, потом в Москве, в Петербурге взорвали метро. И первым делом австрийская газета, когда совершили теракт в Берлине, пишет на своих страницах, это желтая пресса, они пишут, что водитель, да, на этой машине, который в Берлине врезался в толпу людей, мог быть чеченский исламист. Никакого расследования нет, ничего, прям сразу чеченец. Потом бабах, через неделю, по-моему, опять влетает эта машина очередная на променад в Ницце, давит одну чеченка, погибла там, по-моему, 1 или 2, не помню сейчас точно, погибло, еще люди погибли. И эти же газеты опять пишут, что это могли быть чеченские террористы, исламисты, да, водитель мог чеченский исламист. И ничего, никакого опровержения, ничего. Потом очередной взрыв в Петербурге. Русские молчат, российские газеты не пишут о нас. Австрийская газета говорит, террористы могли быть чеченцами, чеченскими террористами, исламистами. Потом еще в Турции было. Да, в Турции, в Турции еще было, тоже на нас свалили эти теракты в аэропорту. Но это тоже австрийские газеты писали. Да. Когда в Турции ворвался в дискотеку куда-то. Да, дискотеку, да. Мы тут сели, написали письмо. Письмо с этими фактами лжи, да, на эти газеты. Есть такая организация, здесь 2 организации. Прессы РАД, это совет прессы, и прессы Сенат называется. Но Сенат прессы – это организация, которая контролирует действия этой прессы, всех газет. И вот в этот прессе РАД нам ответил, сказали, что да, факты подтвердились, и мы эту информацию пошлем дальше совет, Сенат этой прессы. Какое-то время было затишье, перестали писать, видимо, сейчас уже опять расслабились, да, и пошла новая волна античеченской пропаганды. Проплатили 100%. Да, естественно, проплатили, да. Транш очередной. Да, пришел транш очередной. Хусейн Хавейлери, Баркал, Мухаммад, тебе слово. Да, Мансур здесь не дать. То, что он говорил, абсолютно правильно. Я считаю правильно, что Украина очень мало, не только мало, вообще ничего не делает для того, чтобы, скажем, признавать или же, скажем, нашу независимость, нашу республику. Почему? Потому наша республика, она как бы на законном основании имеет свою независимость, свой статус, свой суверенитет. В связи с этим я абсолютно считаю правильно то, что говорит Мансур. Только он слишком обширно это рассказывает, очень много времени занимает, скажем, определяя какое-то событие. А к тому, что, Хусейн, ты говоришь, то, что там австрийские власти, они занимают какие-то должности в «Газпромах», и свои какие-то материальные ценности, интересы, какие-то материальные интересы у них есть. Но, как получается? Получается, австрийские власти действуют против Украины,
показывая в таком неприглядном виде, или, скажем, под ложным видом, как бы показывая чеченское, как будто это отдельное государство, показывая чеченские какие-то силовые структуры или армию, воюющую против украинцев. Получается, австрийцы против Украины тоже самое. И куда туда девается европейское отношение к войне в Украине, то есть войне российско-украинской войне? Куда это все девается? Так, я еще хотел сказать, актуальность потеряла, но тем не менее хотелось бы рассказать о том, что, например, перед началом войны у нас в Чечне, это было еще во время оппозиции 26 ноября, в общем, в те времена, даже до этого, где-то часа 10-го, да, что я заехал в городе Ряц на Бароновку, а там всегда, в основном все жили евреи, как мы все знаем. Вот. И там, смотрю, пустуют дворы, пустуют дома, где там места частные, секторы, всегда. В общем, смотрю, а я спрашиваю, там одна бабка была, еврейка, а я говорю, у нее спрашиваю, а где народ? Ой, сынок, все уехали, говорят, что-то будет. Знаешь, я приезжаю в город, там, я смотрю, ребят, спрашиваю, наверное, что-то назревает. Да, что назревает? Например, война, наверное, пойдет на нас, войной Россия. Я говорю, да нет, а какой там война, какой там пойдет туда-сюда. У меня как будто чувствовал это. Да? Потом пошла вот эта, оппозиция больше. Сейчас и что, пошли. И тут же пошла, бомбардировка, скажем, в Шалях там была бомбардировка, там рынок расстреляли. И плюс еще скорострельные пушки расстреливали убегающих на рынке, представляешь, вот такие вот были. Это еще 26 ноября было. После этого, даже после этого не верили люди, что нет, начнется война. Так, к чему я это веду? Потому что я потом говорил, война начнется, короче, такие вот отношения были. И они пошли, и мы потом пришли к тому, что к чему пришли. Потом Грузия повторилась, то же самое. Потом пошла Украина. А украинцы что говорят? Зеленые человечки пошли на Крым, десант. Они же, украинцы даже в средствах массовой информации, в частности, аргументы, факты, я там читал, по телеканалам там где рассказывали. Мол, это же зеленые человечки, они же наши братушки, туда-сюда. Это же наши славяне, они в нас не будут стрелять, они же в нас не стреляют. Мы же не чеченцы даже, говорят. Вы представляешь, о чем говорили тогда еще в те времена? Я был в Украине в этот момент. В те времена я сам читал, я сам все наблюдал. И я к чему это веду? К тому, что Украина именно избирательно относится к чеченцам, к чеченской свободе и независимости. И это возмущает. И в этом плане Мансур абсолютно прав. Вот. И заканчивая свои аргументы, хотелось бы привести и сайта это саладу шушу мама жоқту дұрыс аслан комментарии богчина мама богчина вот мы по поводу евреев, да, я хочу защитить евреев и украинцев, потому что в каком плане защитить? То, что когда они уезжали из республики, это народ, который всю свою историю гонимый, да, они уже чувствуют, когда их бить будет. Бей жидов, спасай Россию, там в крайне нет воды, значит выпили жиды, мы же все эти вещи помним, да.
У нас была своя страна, своя республика, за которую мы воевали, умирали исторически все время. У них родину отняли там, после Второй мировой войны. Это постулат известный, да, это понятно. Не, я к чему это говорю? Исход, например, из Чеченской республики евреев я хочу привести к тому, что мы, чеченцы, сейчас находящиеся в европейских странах, да, если, не дай бог, русские начнут оккупировать эти европейские страны, я тебе точно так же уверяю, да, что как евреи, очень многие чеченцы переберутся в другие страны. То есть они не захотят воевать, например, за Австрию там, или за Германию, или за какие-то другие страны, да, или за Украину. Я вижу тоже из Украины выезжают чеченцы, которые там родились, которые жили, да, которые обязаны, военнослужащие, военнообязанные, которые должны были бы защищать эту Украину, родину, хотя не родились, они ее не до конца считают своей родиной. И поэтому вот эта печальная штука, да, когда человек живет на какой-то территории, ну да, живет пока мирное время, там его ничего не трогает, а когда, конечно, подходит беда, нет у него такой необходимости, нет корней, привязанных к этой земле, да, чтобы он мог за нее захотеть отдать жизнь. Вот это произошло там. А с украинским народом, то, что они говорили, вот сейчас я разговариваю очень часто и много с украинцами, они все говорят, да, вот мы были в заблуждении, и нас вот эта русская пропаганда довела до того, что мы верили, да, что вы бандиты, что вы террористы. Вот Ибрагим видел, на днях мы были на демонстрации, один австриец подошел к нам, он говорил тоже так слегка по-русски, и когда он узнал, что мы чеченцы, да, он говорит, вы знаете, говорит, я до сих пор боялся чеченцев, я думал вот по газетам, по этим я только знал, ни одного личного знакомого чеченца не было, я вас боюсь, я вас боялся до тех пор, пока вот не встретил вас. То есть у него после встречи с нами коренным образом изменилось отношение к чеченцам. Он не мог даже от нас отстать, да. Вот такое. Мы должны сегодня, мы оболганы российской пропагандой, и мы не должны никого обвинять другого, кроме России, да. Это Россия сделала так, чтобы нас никто не любил. Это Россия, это русские сделали так, чтобы мы были как бы изгоями в этом мире. Даже находясь в этих странах, я почему приводил вот эти газеты, да, это русская пропаганда здесь в Австрии работает, во Франции, Германии, везде. Это русские как бы платят журналистам, продажным журналистам деньги, чтобы они нас демонизировали. Но мы должны противостоять этому сами. Мы должны, сегодня у нас есть шанс показать себя людьми. Если мы выйдем, да, будем собирать гуманитарную помощь, да, будем помогать беженцам, выйдем, покажем себя, не одиночные, один-два человека, а массово выйдем, и будем, если в случае необходимости, брать эти семьи, если им некуда пойти там, чтобы они у вас дома переночевали 2, 3, 4 ночи, пока мы не найдем им какое-то жилище. Вот это будет потом в будущем платой нам, да, за наш труд. Вот это будет потом в народе, в этом украинском народе, как огромная благодарность чеченскому народу, что приведет к признанию нашей республики. Сегодня мы опять-таки говорим о том, что, например, как Крым сдали, вы если помните, да, в Министерстве обороны Украины, в правительстве Украины и в Раде Украины, наверное, половина сидели русских шпионов. Которые я был там, я помню, да, я был там, я помню. Да, они внедрены, они сегодня есть там. Они и сегодня есть там до сих пор. Они там влияют, может быть, и на политику. В Верховной Раде 13% пророссийские силы прошли в Верховную Раду, депутаты. Ну, вот об этом речь. Сегодня эти люди будут препятствовать тому, чтобы нас признали, чтобы о нас говорили украинские власти. Но чтобы противостоять им, да, мы должны сегодня не требовать Украины, да, признайте нас, когда они находятся в тяжелейшем состоянии, а должны помочь всячески этому народу безвозмездно, без условий, чтобы вот мы сейчас вам поможем, а вы нас признаете. Такого не должно быть. Мы должны это делать безвозмездно. Дин дик дуй, но что дин дика ответу, жди штатский по-любому. Дерес хуйросе мама айкыг халдаретен дит динмэч уадаветеронас, если что, бехмобилла. Мансур, Хакюкайдина Дуканю, тебе слово.
Да, я пару уточнений сделал бы насчет там, того, что я сказал, прежде его уточнять, приходится все это уточнять. Когда я зашел в этот эфир, у меня первое предупреждение было о том, что сейчас тема пойдет на русском языке, и только о Украине, контрнаступлении в Украине. Я свой этот разговор выстраивал именно на эту тему, как Украина может контрнаступать, какое она может предпринять шаги, чтобы сама себе помочь на государственном уровне. Хоть и долгий был разговор, я исходил из того, что я держался практически как я мог на одной теме. Это одно, извините, что я там события у себя и о лояльности, где я нахожусь в государстве, не высказывал. Я послушался Аслана и старался придерживаться одной темы. Это одно. А второе, я что хочу сказать. Я и каждый, кто здесь сидит, и любой человек, который как-то дружит со своими мозгами, понимает, что независимо от нашего государства, не зависит от того, что сегодня какие шаги примет Украина, но, по крайней мере, Украина, чтобы себе помочь, хотя бы могла бы сравнить, например, скажем, вот сегодня самый разрушенный город Украины, Мариуполь, они называют, да, вот разрушенный город, сравнить с Грозным, например, тему такую завести. Или, скажем, давай противоположную другую тему, они называют чеченские войска. Вот давайте, вот признайте Чеченскую республику, мы отозвем свои войска. Но я имею в виду стратегию государства, я не имел в виду личности, как высказывания, да, одобряющие наши высказывания есть, третье высказывание есть. Хотя бы в сравнении с этим, но я не говорю именно об нашей стране, ну там, как предприняло это в Баку, в Нагорном Карабахе, в Тбилиси или в других местах, в Осетии, в Грузии, когда она вот этот вред, который нанесла этот русизм всем постсоветском пространстве, она ни с кем это не сравнивает, не упоминает, что это общая беда это окружающих народов. Я вот о чем говорю. Если она стремится, Украина стремится, что она поддержки какого-то помощи, что она не осознавая, не характеризуя, что происходило до этого, и не что происходит сейчас, Украина из этой беды не выйдет, может заглушиться, может затушиться, может договориться, это одно. Но решить этот вопрос она не может. Но хотя желательно, что Украина именно именно сейчас решила окончательно свой вопрос. Это и Украине выгодно, и всему миру выгодно. Она только так может решить этот вопрос. Этот вопрос не касается сегодня, чтобы она признала нас, чтобы сегодня там, почему она так не делает. Я этот вопрос не говорю. Я просто хотя бы даже не сравниваю с этим, что это общая беда. Не включает эту даже ту тему, которая как будто это отдельная тема, а сегодняшняя. Хотя это даже президент той страны, который с нами воевал, тот же воюет и с Украиной. Там разницы даже нет. Та же партия, те же люди. Ничего не изменилось. Хотя все это есть, и все равно она умалчивает и поддержки Запада старается сам. Но я имею в виду, что это мое мнение, как Украина может контрнаступать, какие шаги она может предпринять. Поэтому вот сравнивать бойню у нас, даже войной его страшно назвать, потому что то, что Украина есть на руках, как она отражает агрессию, и то, что было у нас, это не сравнить. Это то, что против самолета луками стреляли, это же не одно и то же, как мы сопротивлялись. Это Украине еще предстоит там, осознавать это. Даже, может быть, миру и не даст шанс осознавать, какое сопротивление вот предприняла наша республика против этой агрессии. Это одно, но я что хотел сказать, я придерживаюсь этой теме, как Украина может контрнаступать, как она может ослабить противника. Контрнаступление это не обязательно с превосходящими силами, вооружениями наступать на него и отталкивать врага от своей границы. Это не обязательно это. Это означает много аспектов. Одна из этих, которые она могла предпринять для контрнаступления Украины, были бы эти шаги. Я это подразумевал под это. Что упоминать войну в Чечне, которую они до сих пор не признают, как и не признают, там, как говорят, Украине спецоперация, у нас тоже была контртеррористическая операция, хотя это чистая война.
И это тоже было преступление, которое международные законы признают. Применение вооруженных сил внутри страны, это считается вообще абсурдным, вообще преступлением считается по любым законам, международным законам, применение вооруженных сил внутри страны, если даже и так считать. Если нас называют, наших этих чеченоговорящих путинцев называют вооруженными, чеченскими армией, то пускай признают, если это так, пускай признают, мы отозвем свои войска. Но на этом направлении Украина не устраивает ту линию, которую она может или даже должна выстраивать, чтобы победить, контрнаступать. Она обороняется, она в глухом обороне, она отражает, да, безусловно, успешно отражает агрессию, но, как мы знаем из опыта и из истории, что русским нисколько не жалко своих, этих, как они сами прозвали, дали оформление пушечное мясо, их, там, как Жуков сказал, извините за выражение, бабы нарожают, это у них заложено уже в мозгу, у них это с деревнями соберут, пришлют, у них в этом беды нету, но для того, чтобы врага остановить, на него наступать, его надо обезвредить, ему надо по конечностям бить. Вот, например, если бы эта Украина тему затронулась бы, автоматически кавказская тема стала бы поперек этой России. Почему Украина не предпринимает контрнаступление именно пропаганде? Почему она не усиливается в этом? Почему она не дает контрпропаганду этой пропаганде? Вот о чем идет речь сейчас. Если контрнаступление Украины намечается, если мы сейчас тема у нас о контрнаступлении, сегодняшний день контрнаступление, это мое мнение, на мой взгляд, должно было быть в этом. Я это хотел уточнить сейчас, сказать, о чем я хотел высказаться. Баркал, Мансур. В принципе, сейчас дошло. Я согласен с тем, что ты говоришь. Конечно же, да, и Хусейн прав, что мы делаем это безвозмездно, ну, конечно, если Украина борется, она должна бороться не только военными способами, потому что Россия использует разные методы, и было бы законно и логично, если бы Украина признала бы Чеченскую республику Ичкерия. Единственное, возникнет проблема, кто будет представлять Чеченскую республику Ичкерия. А так, в принципе, нормально. Ночи, он 2 штукенца. Микрофон, да, Фешуя ночи. Микрофон, да, микрофон, халати хай. Ассаламу алейкум. Фешу, алейкум ассалам. Я хотел просто внести свою лепту касательно ситуации сейчас, которая в Украине происходит, точнее. Сейчас рассуждать о том, что как должна действовать Украина в политическом плане, в разных сферах, это, конечно, это долгая тема и бесконечно. Актуальная тема – это сейчас свобода и независимость Украины. Если Украина потеряет свободу и независимость, и это страна, которая, конечно, будет усилена, опять же, Украиной, больше усилится, то нам, маленьким народам, которые находятся под гнетом России, еще больше не сдобровать. Я думаю, тут вопросов не возникает. Там и депортации, не депортации, там уже, конечно, поводы найдутся. На данном этапе, на мой взгляд, я полностью согласен с тем, что говорят Хусейн и Ибрагим. Мы ни в коем случае никак не можем демотивировать украинцев. Только полная моральная поддержка, безвозмездная, и только всеми силами, усилиями помогать, чем мы можем. Салам алейкум. Я с тобой тоже согласен. Нису, барбо. Вот вообще нису, Ибрагим, он 2 штук. Тебе слово. Я, в принципе, хотел на чеченском, наверное, лучше это как-то на следующий стрим, наверное, перенести, я даже не знаю. Просто так коротко, если говорить, коротко,
признать, да, интаха затронут ирка тем асла, признать, да, что дука цакия терва, он садешту, тергал, он садешту, лилу куду техоза. Ах, тех бе цакия тиша, да, да, куду. يوقع الشوي هربايت الأشكال كيت وين ده تمرش ناغن وين تخا مرش دم دوي شادكشت دو تشولا دخدم موت ناغن تلي تنو ميموراندومش يوزوين ده خذ أفسترير спецслужб نش كيجا ياش مو خلتيجا مو خلتيجا هو خلتيجا бош ده сложно Райском отдавить, ну, Швеция, столетие, меморандум, Коран, сунна, политические, исламные движения, мелчо, ты розовый, пушистый, баса шаехараха, мелуш тогда, короче, одним словом, видимость, полностью политик, хилмаезер хильешой. Из-за политический ислам там дуненча. Обл дира, да, дичи и войн важно из уша, да, стетло. Нам войн Афганистан, шиеш война, иш пьечан, кем болится уж. Если как бы ночи тема обидеть, можем обсудить это, да? Да, в чеченском стиле, извиняюсь. Да. Здесь дик дулинчара, нам нужно признание Чеченской Республики, а на русском языке из термин саджимал признание, суверенитет, что обсуждать нам это нужно. У адала том шайн лучше арбирбу, а вая мохкан байлкач биз. إبراهيم حوالي ديريس خويل محمد حويل دوش تقطع أصلاً ديك إلى ديك إيش الخريطة درس دون يعلق ديك أحرى يعلق دون Хусейн разговор не идет о том, что надо помогать, тем более безвозмездно. И более того, он сега беш он был кенти был да дуаш да вот, а тем более о том, что безвозмездно и беш будет там не секуят, но нам надо знать о том, что с нашими воинами, которые там прежде воевали, как они в санкционные списки закидывали наших ребят, это же тоже надо, надо учитывать то, чтобы их оградить, скажем, юридически, чтобы на них тоже не было каких-то гонений со стороны Европы, со стороны этой же Украины. Зеленский сказал, что всем гражданство дают, и они уже автоматически становятся гражданами Украины, и они уже защищены, как любой гражданин. А это не сделали. Гражданство, он сказал, даст всем. Альхамдулилля. Единственное, что я хочу сказать, единственное, что я хочу сказать, наши интересы понад усе, Ичкерия понад усе. Вы интерес защищать, понятно, сейчас в этот тяжелый момент для Украины мы должны всячески помогать, чем мы можем, но, есть но, все сказанное до этой приставки в русском языке теряет какую-то силу. Нам необходимо знать, именно работать на том направлении, чтобы мы свои интересы должны защищать. В любом случае. Давайте тогда, если Китане алдается на этой... Просто реплики. Да, конечно. Инзвай массу гуманных дычин аду давлетук вошу повча. Вот он говорит очень четко и ясно, чтобы нас признали, должны знать хотя бы, кто мы. Кто нас будет? Мы не то, что боимся показывать лица, пишет он, а даже имя сказать. Признайте государство безликих, что ли, боксу. Это совершенно, я его поддерживаю в том плане, что сегодня
ну, даже Инцвенгуштох, и тем Луи даже, которые там воюют вроде бы, да, тоже, когда показывают видео, закрывают лицо. Что-то делают, закрывают лицо. Вообще, что это за мода закрывать лица, я не пойму. Если мы боимся, что нас узнают, да, если мы, например, вот здесь сейчас нас сколько человек видно лица, да, 2-3 человека, если бы нас тут 100 человек открытыми лицами было, это разве же еще сила же была? Если 1000 человек нас будут с открытыми лицами, это вообще тогда непотопляемый Магалива это. Конечно, сейчас 2-3 человека вычислить можно, на них давление оказывать можно, да, вот там Аслан, там я, другой, пятый бог. Вот мы говорим вещи правильные, да, но когда мы сами это не делаем, да, пытаемся переложить вину, которую фактически мы сами виноваты в этом, да, на украинцев переложить, там, на Америку, на черт его знает кого, немножко неправильно это. Выехал где, что интерес наш, Ичкерия, понад все дуи, давайте покажем, что это так. Давайте покажем, что мы полезны. А потом вот ребята, которые воюют, да, я тоже многие оттуда знаю, там иногда есть объективные и субъективные эти вещи, да. Есть такие причины, по которым кого-то хотели депортировать, кого-то осудили, кого-то в тюрьму посадили, там украинцев посадили, кто воевал и так далее. То есть мы не можем всех подряд говорить, если чеченец, то он все недотрога, да. Не можем говорить, 10 человек совершил преступление в чужом государстве, никакой разницы нет. Чеченец, он украинец, там, цыган, еврей, разница. Какая разница? Перед законом все должны быть равны. Поэтому, когда мы эти вещи говорим, именно то, знаешь, олпы, нохчах изош, бусобнах, но не адами, хопан голобоша, иммиграция бить, вы делить процедез, вы нагасан, вот я что его, цак амду бош, лилдец, она ура, религиозный фактор, вообще включать и еще я сказал. Украинча, уважвор, цаню або осами. Просто вы ночью иду, вы маршу есть, пархту есть. А давайте от проблемы, вы масара года диешь, масара боба биешь, а по тем моментам, когда нас там, ну, о нас украинские какие-то, может быть, пишут нехорошие вещи, да, политики, может, какие-то, или говорят, что такое. Мы должны аргументами, убедительными аргументами им рассказывать, им говорить, что они в заблуждении, не просто обижаться или, ну, как бы агрессивно себя вести в этом отношении. Нет, надо один раз, два раза иметь терпение, но добиться именно своего результата, который ты хочешь иметь от этого человека. Вот тогда будет польза. Я вижу здесь, например, вот за это время, которое я, например, в Фейсбуке нахожусь, да, Аслан, Фейсбук, Ибрагим, все мы, кто Фейсбуком пользуется, но не просто так пользуется, не никами, а именно целью, что там пишем что-то, да. У нас за это время накопилось очень много полезных друзей, да, которые нам доверяют, которые готовы ради нас сделать какие-то дела, совершить какие-то поступки. А если же я буду, например, под ником ту же работу вести и говорить, слушай, давай мне помоги, а тот не знает, кто за кадром там стоит, да, за этой собачкой, кошкой или что у меня там на нике должно быть. То скажем, ну, и как бы, хотя бы в тяжелые моменты Россия югшу, шадек чакты, то риохарши сатроке, даёл шат. Сажим хада стало, амела дезерой. Хозяин, с долиту Божий Гвардцов, он правильно говорит, я понимаю, но тогда он должен начать с себя, во всяком случае. Так, я считаю, например, почему у нас есть правительство, да, говорит, нахбас Бог, это что это означает? У нас есть государство, у нас есть конституция, у нас есть независимость, у нас свободная, навеки вечная страна. А что это означает? Если мы сами будем, понимаешь, огольно хаять сами себя, в конце концов, не вся же наша вина тоже. Нет, а широкий, не в узком плане, ты сузил до этого момента. Я образно, и образно, то не в
кого-то обвинить, кого-то оскорбить. Даться, военгушил факт есть. Даже вот здесь мы же видим, скажем, с Богом, хуалает число. Ну, цагасу, скажем, вы, скажем, открыто было бы бизер, але чувство, вы рошин, Москвы, да, свышадеш, да, рошин, напостол, да, кича дуй, напостол, хил кича дуй, рошин, эхит кича хил биш дуй. Ахтиби напости мацахоливый, примерно сон лично цаоишься, час он чего халдует. Сон, да, вот видите, та проблема, Аслан сон, например, Ибраим, цаоишу, вот и дует дешты, и уже когда доверие бывает такое, доверие, тут видишь, пишут одни, да, сегодня так напишут, а потом баба завтра что-то другое туда вставит, и ты не знаешь, враг это или друг твой. Поэтому позволяет ом нахаль, че яхет юшма дать, и шадеш поздахкан не гумлачин дахкан дать свой, не божол чудо дахкна дать свой, ом бинагуйши, ом духши, араве лагерс хаят, ше дюзел, ше ом, ше лата лардия, ше иштнел, это должно быть наоборот гордостью для нас, да, что любой человек, кто воевал против России, против русских военных оккупантов, да, он должен гордиться тем, что у него хватило мужества взять оружие в руки и пойти воевать с врагом, а не прятаться и не говорить, что вот там все такое. Да, сам момент ты тебя, и тем что бать и махай процесс мухилер, и этот процесс нас довел, что вы шавига чуть ли террористуаль. А реально гайски тигалилит наша цель юх, короче, яхке. Проблем шох церцан, бай обой цериш. Ну, штука. Аслан, соцунох киет, розыски дало, ша дало, но розыски авала, Интерполя, розыски авала, я болит, что паспорт мацалет, что документ мацалет, да, ты же спискал везде, отпечатки твои везде, ты как бы никто не прятал. Ему духаем, вы это цаёшь был, нахуй. Цаёш Болчар, ну как бы обычные рядовые люди, которые ездят домой, да, они границу проезжают, когда пограничный этот пункт, отдают паспорт и закрывают лицо. Паспорт отдают, да, лицо закрывают, чтобы его не узнали. Те идут, паспорт сканируют, и езжают, вот, собучится вейлер, цани гаться гирот, а паспорт гингач, погавишь, молодецка. Смешная ситуация, что Цундел хоза и защитить водать, и тогда, например, если он в Интерполе в розыске, да, то мы, чеченцы, тоже можем его защитить. И через Интерпол, через разные организации была возможность. Я когда-то этим делом занимался вначале, да, потом люди какие-то встряли туда и решил, что я не могу всем буквально заниматься, за всеми гоняться, арбитрол. Но фактически есть реальная возможность, например, через Интерпола сняться с розыска, да, если кто-то в розыске, надо послать документы туда в Интерпол, написать, что такой там из его же, да, это жалоба, эти организации, которые занимаются Интерполом, они помогают тебя освободить. Такая организация в Лондоне есть, которая занимается, у меня где-то есть его данные тоже этой организации. На английском языке надо туда написать письмо, приложить все твои дела, чем тебя обвиняют, в чем обвиняют, и свои аргументы изложить, и все, и ты освобождаешься. То есть мы это тоже должны говорить, что русские используют как инструмент давления, как политический инструмент Интерпол. Корыстно в цели Алила Шохцарь инструмент тоже надо из рук вырвать его, да. Вырвать только можно, но если мы будем об этом говорить. Ну, сейчас процесс идет дерусификации Европы. Польша сказала, что экономику она дерусифицирует и так далее. Поэтому эта машина это развернулась и уже хотят слурил сейчас дал муа. Сейчас невероятно. Пока не поздно, мы должны тоже успеть показать себя, успеть показать, что для потомков, да, хотя бы для потомков оставить память, что в тяжелые минуты для своего народа я был вот здесь, видишь, сынок,
или там внук, вот видишь, я там в интернете писал хотя бы под своим именем. Не сдавался. И хотя бы истории есть. А то вы году да вархи да олвы, Аслан. Вархи да вы там гордимся, варх да ист да шит прит олш казасон. Ну це биографии, це есть само, цена. Вот я шелай вархи да. Я мелхила и двич, да, просто количество, это и не имеет значения, количество, там качество имеет значение. Вы дай кицдук, он ейнштайн, но дай бьют ошло. Да, цонде, вайду, даешь ты, вари, даешь вайхи, давайте о себе оставим хорошую память. Об этом речь. Да, мега дерес выросен. Мансур, рык доштух. Не слолите сейчас, рык доштух, вестемат, а тебе слово Богу. Да, я вот что хотел Хусейну ответить. Хусейн, есть люди публичные, есть люди непубличные. Войнов чемата, молу, лилур мульяди, молу, диебо, диа, амдук, олш. Я здесь высказываю свое мнение, просто это, если удовлетворит или нет, я ни с кем, чтобы знакомиться, или там представиться, или о себе память оставить, или государство какое-то строить, или какой-то там рубеж в этом государстве взять, у меня такого намерения не было. Есть у нас, у нашего народа тысячами героев, которых никогда мы в лицо не видели, которых имена мы не знаем, которые не узнаем, к сожалению. Там, которые внесли вклад в наше государство, огромный вклад в строение нашего государства, и которых мы не знаем. Это одно. И бывают люди публичные, есть у людей, можно там им и общаться, и открыто говорить, как Аслан, и как, собственно, вы. А есть люди, которые выполняют свою никто не... Вы же сейчас не обсуждаете, почему у российского спецназа всегда маски, лица закрыты. Почему должны говорить, что наши там ребята, лицо закрытые, там скрывают свои лица. Это вещи не актуальные, эти вещи не относятся к нашему государственности и мнению человека, который здесь высказывается. Это никак не должно влиять. Общественную, который, например, я не общественный человек, я нигде не выступаю, я нигде в публичных мероприятиях не бываю. Я единственный, где вот вы выступаете, публичные люди, внес свою лепту. Во-первых, где я нахожусь, я не скрываюсь, где куда надо мне идти. Но есть обстоятельства, которые вот через YouTube, которые не стоит лишний раз светиться. Вот такое обстоятельство. А так, чтобы там скрываться или там кому-то говорить одно, там делать другое, такого намерения, я надеюсь, это уже по общению понятно бывает и по разговору понятно бывает. Мы здесь высказываем свои мнения, если это мнение приемлемо, неприемлемо, то отодвинуть, то ничего не решает этот вопрос. Это понятно. А двицегам макет его Ниц алфанника ума дематься было. Ниц датизм, хотя журам хавойшу, он со войшу. Найдем другую площадку, познакомимся, но это не тема для того, чтобы сейчас, например, вы затронули того, что там бойцы там лицо скрывают, не обо мне сейчас здесь, хотя и обо мне, но там бойцы скрывают. Я имел в виду обстоятельства разные бывают, обстоятельства бывают разные. Это не причина считать, что это нам делает минус. Нет, это нам минус не делает. Это, наверное, человек где-то там как-то в другом месте, другое положение из-за своего солидарности поехал, что-то выполняет, потом должен приехать или где-то проехать. Это там обстоятельства разные бывают. Поэтому человек, чтобы там он аноним на сегодняшний день, и что он надо судить по тому, как он говорит, о чем он говорит. Если это если какое-то решение, роспись где-то надо, обязательно посмотрим его паспорт и фотографию у него возьмем. Но сейчас никто здесь не расписывается, и там, который воюет, это тоже не расписывается. عشان دوي وسكورت كولون أسنا والتان منصور
Валитан бехмобелас, мысль чекал карьерас. Например, хинцит эмло бу тиньой бу спецслужб шью цаум шдил бешнабу, ну бадек дит сун гин бахтиш Мансур. Цариньол Гушта гулар лилош де конбур да. Да, цари табо гайт ма бизи сун уюка. Табиездер, царь чешбина гойтер бубат ашкиза маютун гайт еш. Гойтер басте, он боиш Хажа Мансур, тамам боиш ца нах барвай. Масита массово боишь по Сирии, да, на Барвай. Вот это государство, я сейчас саму признать, какой-то эффект за 20 лет должен быть. Нету этого. В смысле? Ну, один цабол, из-за могучего война, интуиция гойчи, бол би, один цакарда цадиес суметтиги, карин дат, цамо один карин, дамо, альчам не стать, конечно же, один цац хумшду, но чок из хумшду, сдвига нет. И мы сейчас открыто, рискуя дома родственниками, масерем мой родственник. Тогда, например, сородственник сун духал балак, царя сун духал вехкак, тоже бол бешбук сун те и сун цаларк сун дука виш сагергал наборкуш. Худирду цауман те эрвалж саддиш хол as эрцевалж Хусейн эрцевалж. Агаск вай Украине да йогитерду путинская пехота бош. Юхал Грузии дойтер, до Сирии бойтер, тоже тягат эмш беш. Дойер до выселения или шайгирю. Болагама просто лечатся леч, вай гум лечеш дат. Да дойер дуай. Ценах изир буай. Кирам буай. Худир до так. Да вала вел дисер дуньяна дис ара вела маир вахтсан. الأروال بوق بدو يوتو يالي بريمير بسيط أيتي وقت شكل دادا يتناوسيش سون هما تسخل بوق ويما ويت أم تات أحقا شيء تا خير ما خير بوق دوي خير بوق دهتشون شوي روستا تا تلينا تا شيء تا планш خيرك что вот тотини ой от ирду там мы знаем разведка у нас там из-за дикбол бу милуха ара, например. Но тогда цац блогерш бу дук бойл блогерш бу цу блогершав агенч бу цанюка цамуца ол агенч бу айдл дует со спецслужбой наоборот пытаются их использовать, заигрывать там, что-то с ними мутить. Я не вижу перспективы этому. Рано или поздно ресурсы российских спецслужб, у которых намного больше, рано или поздно они юка боиш, ахча лоцер, хабар дюцер, хагук доцер, шадик разведать той. Раз уже прихлопнуть до шадига. Через 10 лет до прихлопнуть. Поэтому иду Хусейн с Бога, ой, лечта дизбог. Конечно, арбол бешваться, информационно лилда догаваться. Конечно, лучше не показывать себя, лучше где-то спрятаться. Но там хочу дехка, бол бешма, дуй, открытого проблемы, что такое? Открыто, хотя это очень рискованно. Шавега оснас, яхаилла, Мухаммад свящи хаилла. Хайнцела, майел, я гражданин с майел, я кичу майел. Ну, иду Бог. И давайте гоушен и али вожали цутица держдешвая, вая по теме дицен, хиц Хусейн Ибраимиги, Мухаммадиги дош дела, так уже вай дук ханю вай хан ялвай даезер юквай. Интервал Мансур, Сона Асум Аля, просто я тебе пытался объяснить свою позицию. Не, Мансур, я Аслан ташидош, тем ту ударился, у нас что-то ташидош, а курбан цане. Я что хочу сказать, да, лерлаш шелчи, лердяш шелчи, хум ашдяш шелчи, дикду, так масто шелчи дикду. ويوقع بابش مدون سوق شواحن يجري خوش ده ديول وخو شواح خوش على خلصه تمنين ويتعيول شو من تدوش ألوان سو خوزيجي يا عمر سو شو عملوا ريبورتاج وات يا أوتوسيني وات يا أنا متى وات استأكتو أنا تيم خياس بلزن تيم يقولش يا إيمان سوق حال ده حرق إلري حال بلشة تأكتو أنا قميل ده شريولون ده وشو سو خوزيجي وش كموناج بولي ماني هرسان بعير الخيات نيني دعال وشو أزوجوا وتيه يا هم خيتة يا سي قيلين شيتة يا حو إشتوا آلا يا سي حو حويقر تعد يا نقوش دور قمي البدات وشو عديك خسوه ما دات عبيش بول إدو وي почалки бошник дат чтобы не было здесь короче какой-то действительно секретность нашего разговора я озвучу на русском
Государство это не только парламент, не только президент, не только спецслужбы, не только МВД, не только погранвойска. Государство это, во-первых, народ. В первых случаях это народ. Государство, признание государства не зависит от государственного строя в этом государстве и от руководителя этого государства. Это первое. Есть государство, где представлял это государство людоед. Это вообще, короче, не относится к признанию государства, кто будет возглавлять государство и какая система там будет. Советский Союз 1000 раз, Россия 1000 раз меняла свой государственный строй, и никто на это не осталось, как осталось. Дело не в этом. О признании нашей государственности на личности не будем переходить. Здесь вообще разговор о личности не идет. Да, большая благодарность тому, какому труду уносишь ты на публику, озвучиваешь, там борешься с ними. Это у каждого свои методы. Здесь озвучка о том, что наши несущие проблему, я сказал, и здесь выключил, куда я пошел, куда пришел, и куда другой отсюда, любой кто-то что-то будет заниматься, это никому к нашей теме не относится. Это не говорит ни о том, что скрытность открыта, моя фотография или мой лик вам ничего не скажет, да, вы будете знать, что какой-то там такой представляет, но больше эффекта не даст. Наоборот, мейл бога, хайкирам была. قيرم مسنا بو قيرم عشان ستعبول شارخ كويرشوات يتارخ كويرشوات وري я имею в виду вот в чем вопрос. Сундебай تعبول شارخ كويرشوات يتي وري ديخ كويرشوات يتارخ كويرشوات тон но чувак амелди да يتي пусул адешват. Но это мир большой, и этот и вот канал, который есть, она по всему миру расходится. Просто есть места, где нежелательно. Не то, что я скрываю, боюсь своих слов и я буду отказываться от этих слов. Просто видеть свое лицо, может быть, нигде нету моего лица в другом месте. Не идет речь о твоем лице. Наоборот, не, я в общем говорю. Но нексон предыдущий, но хочу вообще амел деш хилче дигдат воошен дойш хилч воошен тиш хилч. Ой, ту аслан амел даш то вообще что гегло ходишь так гегло лилор моду аслан амел даш он созала он созит тершаду. Кечалга дошкачи шон делает он мансур кечалга дошкачи шон делает он цализм не здесь делает цализм не здесь дикадр архитектор Кечалга дошма алиш İbrahim bu dükkanın dünkü gayın açtın İbrahim kazdı isbale İbrahim rüyük doş bansur havalla hapurbuç İbrahim doşlur dükkan Dela şöyle purbuç da doştu Все mekştu deresu İbrahim ana Массу чуя нагмашу Да машу шеге Скуна так оу сами халхия тариш тулчадиес Конечно Да, что но, тем не менее, объяснить, опять-таки же, но чем это стремят тебя эртхул, weil ta юка из Deutschland да, из объяснить да тебя эртхул. Дала, например, этот момент чукта, вот Facebook что наблюдает, вот что-то есть политически упрек государством, политический возглас государством. За этим ником может быть кто угодно, понимаешь? И тем более упрекать в чем-то потом целое государство и так далее. Это я бы лучше бы все равно минус, просто, я не знаю, массу поддержки есть, от украинских, оман поддержки есть. Все остальное, шаید куда дегуйта, признать дарита, и умнейший, и вой дакет мета, хин шудол пача халчуй, кузахер эсти, шудолча, селган дукка мелдина, тагарна дукка мелдина, Хусейн сошин, сигарезда на хулшон, хавиошо, бежин шука хулшон, тест бешвал, болга, вой халвой дадузи, тизич уже техачка, на диквадо из украинчиной халдет. Mesela Джоухар Дудаев, герой хиеты любой уже украинец.
Любой украинец уже Джоуха Дуда герой Дела Мачо Шнисол Шалато, Шадак Днистер Шалато. То есть вот такими методами, да, того цен годерцен, вы было добавить обои, ищ да где что дошло, так как бы упрек шешенки ночи мата, дить штен мергер, да, юга так вы белка в колесе душу наша долгом, да, если любимый дошло уже багдирзен, да, вы пока вы ваш осознать цадой гумна шлюй, и цад политический ислам, дек, вы мелчо, муха, хиза, признать, он цадо, что больше, муамбех так вечер, нейр бех бачу. Это не мир окружающий нас виноват. А вы надо на себя посмотреть, да, ла, залилу, кудуте, не испуйте, да, потому что дуис Украина гербех маба тамо. Украина западет сообщаю. Украина такой бог курбат там. Шед тердахум да вайсан аудлаш бат украинч. Дебил шпаят украинч. Шайкам подставляет да аудлаш бат. Тана дагестанский, пакистанский, афганистанский чухис аудлал маба. Тана нохчи хуна наги хиббеш бана. Воюючи напередке национальный интерес из Украины. Из Ниса ищет хлешу горком. Тажим эмоционально. Лицес. Но это хинцас лиц наг ночи стримя лиц. Что из мобилаш. Чуя наг машо. Дересвуль. Мамат, Викдошлух. Saddam Bodek al Yuachagator, Nijam Tamsha, Azerbaijan, Dana, Gaichi, Hossein, Ibrahim Waidoish to the Mulawi Ginado, Diasia Dela, Sadela Aslan, Wish Ginu, Waidoish to the Mula, inshallah. Sundel Baras and Tatski, Chadella, the Otus, that same Banish, Hein Shane Masana Hashundon. Ish Tabanish, those Innesly he's and don. Сгорела хата, гори сарай, бяхшуна дайн. يا الخيش دانديلا هالحي اللي قصيوح البوكس انت تجيتي قيجين روما داتت دامتم ايش تمدو سيوكاتش دون بادك شوي هورمو دون فز دون ارا دون وشدش ارا دون تبرت تقام دون وارادو خزيق يشو ميتينج يقيق ويوروبا داشتش شدش ارادو خز تقام دون تعبير لسان دون داهيت وارادو شمك اللي على ويت عبرت خبر ويت عن نظام خدر ويت اقلارا لوردر اك وين ليلوش هما ويدو ويت باتش حلقه دا يوزر مثلا ايش تا ايزلوش تيسلوش حسين نسي اصلا نسي ايش ابراهيم يسوي شو أرادو أشتيشتك دو ذكاء أحمد إشت أراول أتوا ديتستون مدار ديتستون إذا تغلتشيات from ديتستون وي بريمستنست أوليتنا تنين دينا وي تا نظام وي بتشالكي دون представитель وي سيوكاتستون إشتا أرادو شمدا ديزر أرغيسون هينزا مالبيوتستون بو فويرز دون أوكرانيا مافكا اتاخ وي مسارا دون وي دلوشتك دون ناقص تضد ديز أرغيسون هيتس مقدقاياس نصز حاوي أنتكي دون was done. So was Pachaka has Ardos was on meeting Gakechana Arados from the Ashto, but the guest on Mitchell Horrid Dumsa, don't you think there didn't you know where it down all that there to didn't you know there to Elg, whom I really shot for the nature. There, Satya Berk to you from a series. Amen. There is well, Muhammad. ايفون واخ هيك دوش لوخ مشوول سلطان عمر كيك اي دور قايو السلام عليكم وعليكم السلام وداش نمكش عايش المسألة ديك عش تدال بخاستا سلطان هر واغيك هيتس يو دوش ارلك هو ويستخل شخينا حتى اكتوب كيك احل ايدي چاني تاخسليدو شهاي روم هيگردوي واخا ويستخلا خشويسا خشو
молодой Мокшаева. Дика, что дал Бухаста. Что удешь? Да, будущий бол. Джим. Что это? Ja, visst har du istället också. Mega då. Waxa sultan hur dosh delaq och spiridatin havistana. ده صم هردو الأمادة أصلا أوكرانيا تاتنوش حوش أينيرسو توس دون صن شو ده هيني عم حلقي شوير ورسو يو هيت أحد على استاش دون دعوت بلدون Сагойт уведомление, что юг из России жестко дополнен канал. Сагойт уведомление. Да, цаха. حال ستريم يعديونا معمر ديونا يلا أصلا استشرى النكي جوهون سهل يو شوش دينا أسأل ديون أنت حقق من حولا ديون تيسر التامو ديون شينيك دايقن شينت اما خواتي نيرو چو دا سونا دا خواتيان ديون دايقن سي آيازينيگه انگه دا يازيتن سيت ايازيت نيرو سو چو ديون دي تخا الباقية سي Nega doet eigenlijk half Suleiman ne var yer muat sonra etnek hin sultan se sultan yok doyuş kırdı koyta sultan da. Да, ну, доиш до. Ne olma. أطبق جارش ألس يعدون دي سندر دون لا يزن دركس Nega do. Qiyuma ولا شنو موغا أنت صرت أوكرانيا ده صرت موغا شن Sultan tadosh edras elshubandon. Dela som erketon. Hur så så masha yum shqado. Wajaz stanley lorta sayurshit ida waqti biras do shu. Dela do. Alvest yum stanley do ti asal. Sayr erketon. Dela ishto. Hel dosh dat as di work adon. Da waqti mir astarandon سبت عقل أداة واحدة لح دقيت يا سيادون Цаошин тишим махали гагуш амя дича цаошин цавы ясибат ночи выгу что возраст определишь там все это многие чего факторы мы я язды мадушадик интеллект то все там много чего можно узнать. Alltså, ishtan du la tabek don dat ahyo problem skiyek duk sen sus hatta del kiyet khozalo sat humsh duk mazne khozalo депортуado. Здесь два таких момента, да, например, активный холя хайсурта дaqit и аргумент он позитивный. Нагасан хада митинги öğret bir как совет это дают. Она демонстрация бил шуя, сега хасурч да беза демонстрация да вот. Плакат, я сама, потому что любой адвокат твой, аргумент, что я ломаю, твой ночью что-то, он мабати, бьешь бомб, значит, хахол бьешь, что аргумент, халеза, мне угрожает опасность, ты должен это доказать, да? В данном случае и аргумент, ты политический противник режима, политический противник агрессии, оккупации, да? Ты борешься уже здесь демократическим путем, против оккупации, это аргумент. Поза адвокат, выехал, мовится, вот, беженцы, вот я шкиях, сейчас отсумшки ложь. Осе, hadeshuka aritashik don. Ikirch митинга у herdu шадаки даяйчи don. Даха дюали яйтон цас. Это специально ты сделал. Это уже твое дело доказать. Их дело тебе не верить, твое дело доказать. Борьба митинга. Хокар цаверчан, хаук кырдо, что арвила, все это. Да, соцсеть, конечно. Aslan. Ибраим съездил.
ويجينك دون دا جشت دا غاز تقابل دون خلقش في لينش دينح يلخوي أكيد كيوان ها سوقي ترسا Да, اسمع. Мобилаш масар. И номер Галия Лаунса, гудок я эти гундила, я их была. Я потерял ее. Хорошо. Мега, да, была. Так, ночью варкик идешь. Ночью передумать цедина. И кюк му эйдо кучуа. Так, кноп кюк кузалага. Приложение маяцер, но дополнительно лезен чуа. Да, подробнее, да, участники. Подробная тема тайны, доктор Чоца, как реакция, Дон. Вот так, да? На компьютере, да, вот как айдика. И как убрать также Макаром? Таким, да, так же. Ага, все. Ночи, рюк 2 штук, вистрана. Ассаламу алейкум, Юга. Соцат балт я лош, цац объектух серьезно. Чуваками ромалату сейчас цундель вахца гольчусу, шолдалат ахат программ башливут саасун кусурт класмод иза когда долбанаш ишт пандош цахватош кан хацер шушусу. Ишт цундель хат бас когда муцунах да барца болк вениш нот да резош нот салам алейкум. آمين وعليكم السلام. أخا ويقطع عير زوق ويتأخ سلطان أهما أولي. أردوغان كلهم ذات سهل أصلا. أوكرانيا الخاطر أوكرانيا ديك دا مقلع رسي بيسيو يشوق سون حقيقة ريا بيتسأل لأيه نيمو دقت قولش إيتالي. أنا باخينا القسم باش. بوبوه سون سهزون بكاه. دلبو خستم أذربيجان شلون دعيت نبات اسكش خلمتي ده ما ديك Вистер Орсоца. ده خلاص ده سلطان بيخ مبيلا والله يقوس ونستليونس Хусейн, и отсюда ребята туда, в Украину, чеченцы уезжают, Суолчи, от моего города. Это как понять, я хотел бы знать. Я как бы не хотел бы ни с той, ни с этой, но все-таки ребята не остановить. И отсюда они, значит, в Украину уже, наши ребята уезжают туда, на Украину. Да, это, я думаю, не конец. Здесь нас много очень. И туда рвутся, я не знаю, вот, что именно правильно будет, неправильно будет. Я дилетант, знаешь, в чужих делах я дилетант, я не разбираюсь, да хоть и разбираюсь, но как бы стараюсь быть им. Сундел, я хотел бы знать, как это... Да, и туда-сюда, как бы отечество, там, туда-сюда, общий враг. Ну, здесь, знаешь, я не могу, например, никого призывать на войну. Это, во-первых, это дело добровольное, да, от того, что я скажу, не езжайте, или ты скажешь, езжайте, никто, ни тебя, ни меня тут не послушается. Дело тут в другом, да, если ты уезжаешь из европейского государства, в случае чего надо думать о том, сможешь ли ты потом вернуться в это государство, да, это первым делом. Потому что, выехав отсюда, ты подвергаешь себя санкциям, да. Например, Австрия уже предупредила чеченцев, которые, если поедут из Австрии, то они не могут вернуться, и по возвращении к ним могут применить уголовные статьи какие-то, как это было в Сирии, да. Например, Германия разрешила добровольцам ехать в Украину. Германия разрешила. Чехия разрешила ехать. Разрешила, но не воевать, Хусейн. Она сказала, типа, герцдойч. Добровольцам дует. Но это уже Давахчан, там уже все контролирует.
в любом случае имеется в виду, что добровольно, не обязательно, что там, да, там на передовой, на танк садиться, довольно, там, контролировать ситуацию, где-то там, не знаю, в каких-то правоохранительных структурах по поведению, наведению порядка, еще что-то можно. Разные модели, как гуманитарную какую-то помощь, врачебную, ну, не знаю, там, много чего. Но просто дело в том, что, например, Чехия разрешила ехать туда этим добровольцам. Поэтому, прежде чем поехать, конечно, надо вот эти вещи обсудить, потому что вы потом не можете не встретиться со своей семьей, да, после этого. В случае исхода нормального. Этого самого вам не разрешат приехать сюда. Но с другой стороны, вы можете получить там гражданство, да, тоже, где там какой больший плюс, сам должен человек решать. Поэтому, конечно же, это по большому счету для будущего, да, мы помним момент, когда самые тяжелые моменты нашей истории, это 94-й год, когда на нас напали, русская агрессия, русская армия, приехали из Украины 12, по-моему, 13 или 11, 12-13 человек, украинцев, во главе с Сашко Белым, и да, они там пробыли полгода, может, чуть больше, в принципе, они не перевернули мир, они не остановили войну, они там не разбили русскую армию, да, но они были. Самое главное, что они были, тяжелый момент. И этого нам хватает до сих пор, чтобы благодарить весь украинский народ, да, 40 миллионов украинский народ из-за того, что из 40 миллионов приехало 12 человек к нам на войну. Поэтому в данном случае тоже это любая помощь чеченцев, да, любая помощь, она точно так же останется в истории и нашего народа, и украинского народа, как благодарность. Вот мы знаем гибель Лазов Павлдел Айса Мунаев, да? Один человек погиб, он создал батальон Джахар Дудаева, погиб там, и Украина наградила его высшим орденом Героя, поместила его портрет в музей, его там почитают и так далее. Вот один человек, да, сделал для нашего народа, для всего чеченского народа, отдал свои жизни за Украину, за свободу Украины, столько, сколько, ну, многие не могли сделать. И в политическом плане, и в таком идеологическом плане, во всех планах, да. И поэтому здесь, конечно, если поедет кто-то на войну в Украине, это будет огромный плюс для нашего народа и огромный плюс для будущего признания Украины нашей независимости. И что хочешь? Колхоз дело добровольное больше не да, это такое дело. И Йохарш, да, он сада чудина, и чем говорит, как это, да, ты или он чего? Да, маршал, да, ну, ж нагас, вот че даю лучше, что худу цахок за юхи, цахирюхи, не легкие там внутри. А люрен те чего она? Ой, люрен тем он с малой ешки, цавана криваться он. Русена, как ты спишь от горла? На мою самую. Да нормально, и что да. Я вообще иногда утром, да, ложку масла выпью, да, подсолнечное, и так целый день нормально. А видимо, ковид и отцу один чинок, тердот слизистый его не отцался, он будет отца, но примерно из его шел тебя. Да, маршал, да, маршал, ну док болче его, что его почти че даться его, что постковидный цахе доказ. Наверное. Баркал дерес ухавалля Хусейн так Мансур дваш дук Мансуру кигайден. Хусей, суалгать вот и вы веришь, что и Украина должен основан, мы сега дур, иштабан цан именно свой публичный надас, что основан цан именно забаван, вы богоца бас, они воган верчун, богоца цан именно политически поддержки, именно архи свой цан ешол основан юридически хулды, хулды, политически хулды. И поддерживать о вещи шутся, и царь
он бы политиком заниматься лармуца, ой, шавеге, сигар, так, командире муслим, голли, хлещинган, интервью, ецерхи, цуа, орду, вожду, алерхи, цуа, полную информацию очень, именно остя и болох, вообще публичного беча басом, именно тут я и политические поддержки, цен, и о, уешушон, и хунач, вы биннаш, отчуман, я темлаш, ушешхилла, но вы статуса, духе гавы ошло, чумно лошон, и это твоя чворса. Цен я шел, и у него поддержка, да, сердца, консолидация, хилитер, я был, бойзуш, и сокош, бойзуш, белобах, он бойзуш, путига, буга, бешпуш, и вообще, цахов, царь, шесть статус организовать, из-за текущего процесса, о важном, душевный, вот идут еще декретовой, я ладно, и это твоя чворса, я умели жуален. Mansur, trek dalustek die du da moat, ja, sen üs elchul da, de boy die du weg dalustek. Ой, связь я ду, цац был черт. Üs занятый бу, ама бу, чох занятый бу üs, ну, шей, пока, видимо, ничего им не нужно. Дуаттале, вежери, да auch der Stream, da hier зёс. Шупурбанс. Дал мола ире его стрим ширу дүйцер ду har ой бин бол дал бертки бол дал пайда бол каночу оман хасулта. Aslan soru. Yuh yaşa. Nohçu mata yez var. Да, ире кой. Хама любое время. Координа ире кой, дал мола. Да, да, belki öyle belki daha bir dile diyor Masiri Hüseyin İbrahim Aslan. Şeker tanıtam gelen bir varlık. Nasıl de gumel metbellah şu vaktin ezlerim tebin elgiyata ولا boş tane مرزو yok سمو تدوش evdoş da şuna soyuklar. Ayol amelde do tane muaddelunda şun. Şeker tanıtam valla endir do sosen. Масу оле суна дол свигер хумдалла. Оза дер борсбо шук огязеш, надо открыть счет, чтобы помогать нашим ребятам в Украине. И вопрос, хуал хит, что суна интересно, да реально цен, еще до хотя дни до цен, но лишний не бывает, как говорится. Цершен иш ала да дизи, я веш да дизи, и ахчен долум чог. Сенюхи да итцелерсу, о, дечу, что таилен. Лопна хытену. Я болбал. Мы себе было было, когда бедные цацевежи. Позам ашуг ца информации, лёкоза асте. Культурный центр Ичкерия, культурфирайн Ичкерия бош организацию Ибраим вот атоду. В общем, основная ёющая организация, мероприятия, что лилаш, и болбеш лилаш, что примерно организация царха, мы хотим отправить туда Украину, короче говоря, гуманитарной помощи, там водящие. Вайчане, а это изеронился. Вайчане, я вот лоиз, где Львова, да, я лоиз, именно адресно, я лоиз. Адрес на Ялон, Hüseyin, Ялон, адрес на Ялон, Hüseyin. На проблеме, сам тебе захочу. И вайча нахита вариант юхуза. Йон, эсгерц, Цун уже этот финансировать лирду бог куза хаболчер. Сходу посмотришь. Вот объезд, дешев, вот садишь, витамин должен быть хороший в деле. Витамин чума дало, что не слег да леск, о да деша да щеку ятся. Просто деш вохель чаться, вы осторожно да деш, что годы вы зациклиться ваши, наши или по религиозной линии, или по чеченской линии. Вы это годы дечаться не садаться. И его как бы, ну, можно целевое что-то один раз туда сделать и 10 раз сюда сделать для общего. Сега в основном страдать даже зудри бей что,
Вот, оценду, в первую очередь, годует, эмло, дала, до моста, хаятна, яхом, قالر مايتش до زودي بيش أجر صعب زينوي أتصان دحرو ديش تغوتا دحرو تغوتا как бы лучше доходит صراحة. Дигду. ДРС вышел, масса. Насчет финансового вопроса, это масса, тадичи, случайно, милолер, что-то креатор извож. Из-за масса, тадичи, масса, дичь наоборот. Лучше понемногу и везде, даже в волях есть шансу, с растением. Было бабе события основное. Проблемат, Ибрахим, тебя можно слушать часами. Раскрой тему Гудара понемножку. Вот. Имеется в виду, бefore пачалка, обязательно сошётен, финансирование. Да. Это можно через организации, по несколько счетов, там можно Шейнбойс больше, видишь, там, юкатешками был, чтобы такого не было. Можно в конце концов найти там в Украине людей, которые волонтеры, и им просто отправлять. Да. И да, мегер, да сун ойшин, цитат, блогер, еще гулдеш, будешь, щоч, хуйстер, цат, группичо. Ну, короче, аскаяш цаёе, царшаш яже, штат волбу, ну, изда мегерду. Мегерду так, будем делать, будем работать, то он сагат теш вахильчаны, да, ну, лакуна, истеришун. Духан цаиснашун, Путин, гаги хавали, вайцугу гаги халавай, холоды, слоза кватер. Да, мула. Мегерду дерес хуйшун, да, ты хайберт киюэль, ади киюэль василь. Аминь, везде, валерий. Ассаламу алейкум. До свидания, друзья. Ой, раскай махтайри. До свидания, спокойной ночи.